Нолл — отвратительный урод, который, несмотря на то, что он внук сильнейшего искателя в истории, обладает самым низким классом работы. Но его способность манипулировать другими и находить выход из любой ситуации помогает ему создать сильнейшую партию, чтобы осуществить свою мечту, стать сильнейшим искателем. Нолл живет в мире, где при достижении критической массы магической энергии в атмосфере образуется пространственный портал, называемый бездной, соединяющий мир людей и демонов. Когда эти связи становятся достаточно прочными, в бездне появляются могущественные монстры, пожирающие человеческую плоть. 2 года назад в родном городе Нолла образовался один из таких порталов глубиной в 12 уровней. В ту ночь небо озарилось красным пламенем и кровью, когда демоны уничтожали всех людей, которых могли найти. Среди них был монстр по имени Лорд, который появляется только в бездне глубиной в 12 уровней. Но Нолл и жители деревни надеялись выжить, потому что его дедушка, Брэндон Оскверненный, был сильнейшим искателем за всю историю. Однажды он победил монстра глубиной в 13 уровней, известного как Коздус Серебряная Рыба, за что получил прозвище Повелитель Смерти. Тем не менее, он повел выживших горожан в убежище и сражался с монстрами в одиночку, размахивая мечом. Но Нолл, будучи аналитиком, понимает, что возраст взял свое. Но Брэндон напоминает ему о своем прозвище «Повелитель Смерти» и говорит, что защитит их ценой своей жизни. В конце концов, он выходит на поле боя. Но главная цель Нолла в борьбе за своих земляков — показать, что мужчины не должны позволять другим смотреть на них свысока, даже если они сильнее их. С такими мыслями он расправляется со всеми низкоуровневыми монстрами и предлагает лорду сделку. В то время как Нолл может только прятаться, слыша, как яростно скрещиваются их мечи. Когда звуки стихают, начинают стрекотать сверчки, и Нолл выходит из укрытия, чтобы увидеть своего раненого дедушку, и это вызывает у него бурю эмоций. А Брэндон не может поверить, что возраст стал причиной смерти его деда. Такова судьба всех искателей, сражающихся с бездной. Постоянная борьба означает, что за ними следит бог смерти. Но Нолл эгоистично обещает стать таким же сильным искателем, как его дед, чтобы дедушка умер счастливым. Но Нолл очень серьезно относится к этому обещанию, хотя он все еще находится на самом низком уровне, называемом Говорун, чья задача — разрабатывать планы нападения на бездну. Прошло 2 года с той страшной ночи, но воспоминания о ней все еще горят в его сердце, придавая ему сил сражаться с бездной. Во время одной из миссий Нолл ведет своих товарищей по команде, Ллойда и Уолтера, в атаку на передовой, а Таня поддерживает их магией света с тыла. В это время Нолл объясняет, что младшие вампиры — это монстры, которые не могут использовать магию или навыки. Но их главная особь, королева, может откладывать несколько яиц за короткий промежуток времени, что делает ее опасным противником. Услышав это, Уолтер, будучи простаком, предлагает просто напасть на королеву и закончить миссию. Но Нолл утверждает, что для таких, как они, миссия сложна, и победа над главной особью после победы над ее приспешниками значительно увеличит их шансы на победу. Таня и Ллойд соглашаются с тем, что он прав, но Уолтер снисходительно напоминает всем, что их слабая команда получила это задание благодаря навыкам болтуна Ноэля. Кроме того, единственное, что хорошо получается у болтунов, это отдавать приказы и усиливать способности товарищей по команде на 25%. Хотя Уолтер хотел подбодрить Ноэля, тот чувствует себя отвратительно, когда ему напоминают о его работе. Тем не менее, когда дело доходит до драки, Ноэль забывает о своем тяжелом прошлом и приказывает всем пригнуться и уклониться от атаки монстра. К сожалению, королева выпускает ядовитый газ, который разделяет команду и Ноэля. В этот момент основное тело монстра нападает на Уолтера и остальных, зная, что они не смогут дать отпор без усиления от Ноэля. Когда ситуация становится критической, Уолтер кричит на Ноэля, напоминая ему, что его работа — отдавать приказы, но Ноэль погружен в прошлое. Но как только он чувствует, что Уолтер смотрит на него свысока из-за того, что он болтун, внутри него что-то щелкает, и он достает оружие и вступает в бой. С этой новой решимостью Ноэль клянется показать им, как сражаются болтуны. Во-первых, он усиливает свою команду тактическим заклинанием, которое увеличивает их пространственное восприятие на 25%. Это позволяет им выполнять приказы Ноэля. Второе заклинание
Боевой голос, который увеличивает скорость восстановления выносливости и магической силы. Это позволяет Уолтеру и Ллойду сражаться в полную силу. В это время Таня сообщает Ноэлю о монстрах, прячущихся на вершине пропасти, и если к битве присоединятся еще вампиры, то они точно проиграют. Но Ноэль использует заклинание поддержки, чтобы поднять боевой дух и успокоить Таню. Тем не менее, это не останавливает младших вампиров, и Ноэль вынужден сдерживать их, пока объясняет остальным, как действовать. Таня поддерживает барьер, и двое нападающих наносят королеве самый мощный удар. Ноэль применяет оглушающий вой, чтобы временно обездвижить монстров. Это делает их легкой мишенью для ледяной пули его магического пистолета. Однако один из младших вампиров ускользает от его внимания. Но его расчеты настолько точны, что он может предсказать, когда монстр доберется до него. За 23 секунды до конца Ноэль отдает команду атаковать, что означает, что он должен победить королеву, используя свои лучшие навыки. Как и ожидалось, их атаки работают безупречно, но когда Таня и остальные оборачиваются, они видят, что младший вампир собирается убить Ноэля. Но он рассчитал, что Уолтер и Ллойд победят королеву за 23 секунды, ровно за 2 секунды, и это обездвижит младшего вампира, прежде чем тот успеет его убить. Несмотря на свои точные расчеты и исключительные лидерские качества, Ноэль считает, что его методы слишком безрассудны, особенно потому, что он не знал, остановятся ли младшие вампиры после смерти королевы. Их слова напоминают ему о том, что его выбрали в качестве болтуна, а не воина, как Брэндона. Но его дед всегда говорил, что он станет самым сильным искателем даже с его классом работы. Тем не менее, он не мог позволить, чтобы кто-то смотрел на него свысока. Слова Брэндона и обещания, данные Ноэлем, глубоко засели в его душе, побуждая его стать самым могущественным охотником, несмотря на его класс работы. По пути в столицу Винанской империи Ноэль рассказывает, что эта страна процветает благодаря тому, что люди могут использовать магию. Но это также означает, что из-за высокой концентрации магической энергии часто образуются бездны. Чтобы справиться с этой угрозой, страна развивает экономику, создавая магические инструменты из материалов, добытых у монстров из бездны. Эта технология стала основой экономики страны. Поэтому искатели и охотники, которые собирают такие редкие предметы, пользуются уважением. Но поскольку их группа малоизвестна, большинство местных жителей не знают их имен. Однако это не мешает Уолтеру напиваться в честь их первой миссии на $5 миллионов. Но он замечает, что Ноэль все такой же тихий, как всегда. Он думает, что Ноэль все еще злится из-за того, что они не поторговались за дополнительные $500, и поэтому Уолтер пытается доказать, что торг за большую сумму может испортить их репутацию. Более того, он думает, что его дед придерживался бы того же мнения. Но он не знал, что Брэндон был полной противоположностью. Он считал, что торг за деньги – важная часть жизни искателя, ведь больше денег никогда не помешает. Мало того, дед Уолтера говорил ему, что не стоит обращать внимание на то, что говорят о нем люди, и сосредоточиться только на себе, потому что без денег они не смогут подняться выше. По его словам, если искателя называют злодеем, это лучшее, что может с ним случиться, ведь в мире его знают как бессмертного демона. Но Ноэль не делится мудростью деда, ни с Уолтером, ни с кем-либо еще, потому что они плохо о нем подумают. Вместо этого он саркастически признает, что все, что произошло с Уолтером с момента его рождения, это его вина. После нескольких рюмок Уолтер, этот придурок, теряет всякое чувство меры и заявляет, что Нейл должен с ним согласиться, потому что он на 2 года старше. Но Ноэл считает, что это глупо – прятаться за своим возрастом, как какая-нибудь женщина средних лет, которая только что сделала пластику. Но в целом он беспокоится, что скупость Ноэла может испортить репутацию их вечеринки. В такой ситуации Уолтер и Ноэл на время успокаиваются. Но прежде чем ситуация обостряется, их лидер Ллойд прерывает ссору. После ужина он делит вознаграждение, которое оказывается по 250 тысяч на каждого. Но Таня не понимает, как это получилось, ведь награда была 5 миллионов. Неожиданно Ллойд говорит, что часть денег ушла на организацию вечеринки, например, на еду и напитки, а остальное – на налоги и сборы, потому что они не входят в клан. В этот момент Ноэл предлагает создать свой клан,
вместо того, чтобы платить взносы другим. Но Ллойд говорит, что они смогли накопить только 12 миллионов филов, а на создание клана нужно 20 миллионов. Ноэл неожиданно заявляет, что он добавит 7 миллионов из своих сбережений. Но Ллойд считает, что создать клан невозможно, потому что им нужно построить базу в столице, а там аренда заоблачная. Ноэл возражает, что уже нашел дешевые варианты аренды. Но Таня считает, что создавать клан – это пустая трата денег, потому что они новички ранга С и у них нет опыта. Но Ноэл с ней согласен. Но он смотрит на вещи иначе. Проще говоря, он собирал информацию о кланах с тех пор, как они появились, и теперь им не хватает только опыта работы в клане. Но они не могут получить этот опыт, сидя без дела или выполняя низкооплачиваемую работу. Несмотря на его объяснение, Ллойд все еще сомневается, что они потеряют все свои сбережения, потому что доверие страны и высокооплачиваемая работа требуют времени. Но Ноэль думает иначе. Он говорит, что их страна хочет, чтобы больше людей стали искателями, поэтому они нанимают красивых мужчин из разных кланов на высокооплачиваемую работу. В конце концов, эти красавцы становятся знаменитыми и купаются в деньгах, что в свою очередь привлекает больше людей к охоте. Но почему-то Таня и Ллойд все еще пытаются доказать, что создание клана – это плохая идея, хотя рано или поздно им придется это сделать. И тут Уолтер удивляет всех, соглашаясь с Ноэлем, что уравнивает шансы на голосование. Как их лидер, Ноэль просит его поделиться своими мыслями. Но прежде чем он это сделает, Ллойд спрашивает, действительно ли он хочет создать клан. Без колебаний Ноэль напоминает ему, что он всегда мечтал стать самым сильным искателем в мире и победить смерть. Чтобы осуществить свою мечту, он пойдет на все, и это именно то, что нужно, чтобы убедить Ллойда. Но все идет не так, как планировалось. Однажды Уолтер врывается в его комнату и говорит, что Ллойд и Таня предали их. Наш герой быстро подтверждает, что записка была написана Ллойдом. В короткой записке говорилось, что он неудачно вложил деньги и влез в долги. Поэтому он украл $12 800 из фондов их компании и сбежал из столицы, пока это не раскрылось. Но реакция Ноэля, когда он прочитал записку, удивила Уолтера. Вместо того, чтобы расстроиться, наш герой начал громко смеяться. Уолтер даже отругал его, но тот ответил, что это было забавно, ведь Ллойд всегда был таким благородным. В конце концов, Ноэль стал серьезным и спросил Уолтера, когда и где он нашел эту записку, на что тот ответил, что нашел ее в комнате Ллойда. Затем наш герой вспомнил, что они должны были встретиться только вечером. Но Уолтер сказал, что накануне вечером услышал о хорошей работе в таверне. Уолтер хотел сообщить Ллойду, пока эту работу не перехватили. Поэтому он пришел пораньше. Но когда Уолтер пришел, Ллойд уже собрал вещи, и хозяин таверны отдал ему эту записку. Ноэль спросил, упоминал ли хозяин таверны, когда Ллойд ушел, и тот ответил, что они ушли вчера вечером около 8 часов. Услышав это, Ноэль понял, что они сбежали ночью, перед самым закрытием городских ворот. А так как сейчас было 9:30 утра, с тех пор прошло больше половины дня. Тем не менее, наш герой знал, что обычно они узнают о предательстве только к вечеру или позже, и подумал, что Ллойд нашел способ выиграть время. Затем Уолтер спросил Ноэля, что они собираются делать, на что тот ответил, что они должны были пройти регистрацию. Если бы они расспросили людей и узнали, через какие ворота они прошли, то поняли бы, куда они направились. Уолтер не был уверен, что они смогут их догнать, но наш главный герой сказал ему, что они догонят их на лошади, а так как Ллойд и Таня шли пешком, то они были в невыгодном положении. Услышав это, Уолтер собрался уходить. Но Ноэл спросил его, что они будут делать, когда догонят их. Другой ответил, что он выбьет из Ллойда все дерьмо, а наш главный герой сказал, что избить его, а потом помириться – это план, который мог придумать только мускулистый и недалекий парень. Сразу после этого Ноэл стал очень серьезным и добавил, что Ллойд и Таня решили сбежать, что было явным предательством. Так что если они их догонят, это ничего не решит. В худшем случае это может привести к смертельной схватке.
Наш главный герой спросил Уолтера, уверен ли он, что сможет победить Ллойда, на что тот ответил, что сможет, если Ноэл его поддержит. Наш главный герой добавил, что по его мнению Уолтер думает, что сможет победить и Таню. Но даже если он их побьет, они не вернут свои деньги. Так что это будет пустой тратой времени. Ноэл знал, что Ллойд и Таня тоже это понимают, поэтому они решили, что смогут сбежать, если сделают вид, что сбежали вместе. Эти слова сильно разозлили Уолтера, и он, выругавшись, спросил нашего главного героя, неужели они должны просто плакать по ночам? На что тот ответил, что его девиз заставить их заплатить в 1000 раз больше. Некоторое время спустя они оба пришли в таверну, и Уолтер сказал, что когда наш главный герой велел ему подготовиться, он подумал, что тот собирается куда-то его отвезти. Ноэль ответил, что хотя наш главный герой и был немногословен, он не был глуп. Уолтер был талантливым воином, но у нашего главного героя тоже была своя роль. Короче говоря, Ноэль был тем, кто принимал решения. Оказавшись внутри, Ноэль сказал всем искателям, что у него есть для них работа. 2 членов их отряда сбежали. Ллойд и Таня скрылись с украденными деньгами, поэтому он хотел, чтобы искатели привели их к нему живыми. Наш главный герой даже добавил, что тот, кто справится с этим, получит 2 миллиона филов. Уолтер был в шоке, услышав это. Ноэль объяснил, что они ничего не смогут сделать, даже если найдут их. К тому же нашему главному герою нужно было раскинуть широкую сеть, иначе он не знал бы, кого искать. Уолтер не понимал, зачем это нужно, но Ноэль сказал, что объяснит позже. Сразу после этого Волк из отряда «Укус молнии» согласился на эту работу. Позже другие отряды тоже приняли задание, и началась охота. Однако, как только искатели ушли, старик вывел Ноэля и Уолтера на улицу и сказал, что знает, где Ллойд и Таня. После долгих переговоров со стариком-искателем он рассказал, что видел Ллойда и Таню на Варлейской дороге у Южных ворот, поэтому решил, что они направляются в деревню Карнат. Затем Ноэль велел старику собрать свой отряд и ждать их у Южных ворот. Он также велел Уолтеру пойти с ними, потому что у нашего главного героя были незавершенные дела. Некоторое время спустя они встретились у Южных ворот, и Ноэль сказал Уолтеру, что не пощадит Ллойда и Таню. Он все время думал, что делать, если они предадут их. В конце концов, люди легко сбиваются с пути. На самом деле, увидев отношение Уолтера, наш главный герой понял, что если он будет таким нерешительным, как воин, то ему будет сложнее иметь дело с их партнерами. Некоторое время спустя Ноэль, Уолтер и старик устроили засаду на Ллойда и Таню и схватили их, не дав им возможности сопротивляться. Затем Уолтер начал кричать на Ллойда, но Ноэль остановил его. Наш главный герой спросил Ллойда о плате за меньших вампиров, на что рыжий парень ответил, что он использовал эти деньги, чтобы расплатиться с долгами. Но Ноэль сказал, что у Ллойда не было неудачных инвестиций, а он был азартным игроком, что удивило остальных. Рыжий парень проиграл слишком много и обратился к акуле-одиночке. Затем он использовал деньги отряда, чтобы расплатиться с долгами. Конечно, услышав это, Уолтер разозлился еще больше и снова начал кричать на Ллойда. В конце концов, они заработали эти деньги потом и кровью. Тогда рыжий парень не выдержал и крикнул Уолтеру, что они не понимают, какое давление он испытывает как лидер. Он также добавил, что не хочет трогать деньги отряда. Дело в том, что кредиты продолжали накапливаться, и он ничего не мог поделать. На самом деле, он даже усомнился в праве Ноэля и Уолтера обвинять его. В конце концов, именно они навязали ему эту ответственность. Но потом они притворились, что отстаивают свои права, когда им это было выгодно. Эти слова задели Ноэля, потому что первым ударил Ллойда именно он, а не Уолтер. На самом деле, наш главный герой продолжал бить Ллойда, говоря, что у них действительно есть на это право, потому что Ллойд сам сказал, что хочет быть лидером. Ноэль также не купился на то, что на Ллойда давят, и просто сказал, что Ллойд проиграл их деньги только потому, что он был мудаком. Ллойд наконец попросил пощады, потому что Уолтер не переставал его бить, но наш главный герой не собирался его отпускать. Это удивило не только старика и его компанию, даже Уолтер был шокирован, увидев это. Сразу после этого Таня наконец заговорила и попросила Ноэля отпустить Ллойда. На что тот ответил, что она предлагает принять наказание вместо него. В конце концов, он поддерживает равенство полов. Прежде чем она успела объясниться, наш главный герой наложил на нее заклинание, заставив сказать правду. Тогда она призналась, что играла с Ллойдом на деньги компании.
Она даже пожаловалась, что могла бы выиграть, если бы этот идиот Ллойд дал ей больше играть. Когда она освободилась от заклинания, она пожаловалась, что использование контроля над разумом в личных целях карается тюрьмой. На что другой ответил, что Ллойд и его жена были преступниками, которые украли деньги у нашего главного героя. Поэтому использование этого навыка было законным, если это было необходимо для получения признания. Сказав это, Ноэль превратился в красную змею, по крайней мере, так она его увидела. В следующий момент он добавил, что за кражу им грозит 10 лет тюрьмы. В этот момент старик попросил заплатить ему, на что наш главный герой ответил, что ему нужно немного подождать. Старику это не понравилось, и Ноэль враждебно посмотрел на него, сильно ударив в грудь. Это застало Уолтера врасплох. Затем Ноэль вспомнил, как его дедушка научил его этой технике. Этой техникой можно было вырубить человека с одного удара. Вскоре после этого люди из банды старика тащили его в сторону. И тут же на место происшествия прибыл работорговец по имени Финоккио Борзини, удивив всех присутствующих. Пришедший вместе с двумя телохранителями незнакомец поздоровался с Ноэлем. Наш главный герой вспомнил, что самой крупной мафиозной семьей в столице были Лучиано, а Пиноккио был одним из их молодых лидеров. Он был боссом семьи Борзини. Стильный, но извращенный человек. Он был приветливым, но жестоким, и из-за того, что он был полной противоположностью, люди называли его безумным клоуном. Именно тогда Ноэль, который очевидно знал этого незнакомца, объяснил Уолтеру, что связаться с Финоккио было его неоконченным делом. Короче говоря, поскольку у Ноэля не было денег, он обратился к Финоккио, чтобы вернуть то, что он потерял, продав ему Ллойда и Таню в рабство. Очевидно, что Ллойд и Таня были против этого. Но наш главный герой ответил, что у него не было другого выбора, кроме как отдать их в полицию. Затем он спросил, знают ли они, какова выживаемость заключенных, приговоренных к каторжным работам на шахтах, и что она составляет всего 2%. Так что, в конце концов, было гораздо лучше, если бы их купил какой-нибудь добрый хозяин в качестве рабов. Он даже попросил Финоккио найти для них хороших хозяев. К сожалению, Финоккио мог предложить только 6 миллионов филов, что шокировало Ноэля. Затем работорговец объяснил, что церковь Святого Креста собирается объявить, что они приняли обет бедности, а это значит, что никакой роскоши им не положено. Поэтому покупка дорогого раба привлекла бы внимание церкви. Но наш главный герой поднял цену до 15 миллионов и показал Финоккио, как можно получить огромную прибыль от этих рабов, что заставило работорговца предложить Ноэлю присоединиться к его семье, но наш главный герой отказался. В конце концов, они заключили сделку, и Финоккио заплатил Ноэлю аванс, прежде чем пригрозить старику, чтобы тот не рассказал о сделке. Затем он забрал Ллойда и Таню, а девушка проклинала и оскорбляла Уолтера и Ноэля. После этого наш главный герой заплатил старику и ушел, услышав, как тот назвал его демоном. Ноэль решил, что он будет пользоваться этой дурной славой и станет самым сильным в мире. На следующий день Уолтер собирался покинуть город, когда Ноэль пришел его проводить. Уолтер решил бросить поиски после всего, что случилось. Несмотря на то, что наш главный герой пытался убедить Ноэля в обратном, Уолтер сказал, что не может понять, есть ли у нашего героя сердце. Он даже рассказал, что Таня влюблена в нашего героя, но Ноэль искал не это, потому что наш герой хотел стать сильнее, а не найти любовь или утешение. Что касается Ноэля, он вспомнил, что змеи сбрасывают старую кожу, чтобы отрастить новую, и решил, что ему тоже нужно сбросить свою кожу. Он решил перезапустить Blue Beyond с этого дня. На следующий день в столице девушка наконец-то нашла Ноэля. Тем временем Ноэль проводит собеседование с потенциальными новыми членами клана. Хотя Волк продолжает приставать к нему, настаивая на том, что любой компетентный искатель приключений уже был бы частью клана. Ноэль, явно раздраженный, просит его перестать надоедать. Но Волк по-прежнему уверен, что знает, что лучше для красноречивого парня. Затем он предлагает Ноэлю присоединиться к его группе «Укус молнии». Ноэль отмечает, что помимо Волка, лидера группы и мечника, в ней также есть лиса и эльф-лучница, а также другие высококвалифицированные члены. Даже среди групп ранга Си они одни из самых многообещающих новичков. Волк добавляет, что Ноэль заработает больше, если присоединиться к ним, чем если будет пытаться нанять других. Кстати, лиса дразнит своего босса, говоря, что из-за его настойчивости цветочница отказала ему. Волк раздраженно ворчит, что она делится личными подробностями, но в конце концов Ноэль соглашается присоединиться при одном условии. Он должен стать лидером укуса молнии. Группа без колебаний поддерживает эту идею. Хотя нынешний лидер Волк категорически против, ведь именно он основал клан.
Внезапно к Ноэлю в таверне подходит девушка, и он удивляется, как ей удалось незаметно подойти к нему. Особенно учитывая, что рядом была Лисия, которая всегда начеку. Девушку зовут Альма, и она нашла Ноэля, увидев его объявление на стене. Ноэлю интересно, сколько ей лет, ведь шахтерам не разрешается быть искателями. Альма говорит, что ей 21 год. Вскоре вся группа «Удар молнии» окружает Альму, засыпая ее вопросами. От ее хобби до любимой книги. Альма невозмутимо отвечает на все вопросы. Когда Ноэль спрашивает ее о классе и ранге, она говорит, что она разведчик класса С. Ноэль, заинтригованный, знает, что опытный разведчик в паре с лучницей вроде Лисии. Это большое преимущество в бездне. Он спрашивает, почему Альма хочет стать искателем, но она удивляет его, говоря, что не хочет. Ей интересен только Ноэль, потому что он внук сверхсмертного. Человека, с которым ее дед сражался в прошлом. В той битве ее родственник потерял руку. Ноэль беспокоится, не хочет ли она отомстить, но Альма уверяет его, что ей это не интересно. Она просто хотела встретиться с внуком такой легендарной личности и посмотреть, каким искателем он стал. Ноэль извиняется за то, что его дед мог причинить кому-то вред. Альма говорит, что ее дед умер в прошлом месяце. Ноэль спрашивает, как его звали, и когда она отвечает, что его звали Алкер Джудакали, все вокруг шокированы. Ноэль вспоминает, что Алкер был членом общества убийц, группы, которая готова убить любого за хорошую плату. Алкер был не просто членом, а основателем и первым лидером. Легендарный убийца. В этот момент к ним подходит человек по имени Логан. Он подслушивает их разговор и с сарказмом замечает, что если Альма действительно внучка Алкера, то это неправда. Вол говорит Логану, что это не его дело. Но Логан настаивает. Он добавляет, что в тавернах искателей есть неписанные правила, кто может туда войти, и что Альма туда не вписывается. Альма признает, что не знала об этих правилах, и Логан предупреждает, что постоянные посетители обычно не любят, когда кто-то их нарушает. Не обращая внимания на его угрозу, Альма перебивает Логана и спрашивает Ноэля, что определяет престиж искателя. Ноэль отвечает, что престиж начинается с класса и ранга, а затем с силы, которую другие могут признать. Альма невозмутимо решает, что ей нужно всего лишь победить Логана, чтобы заслужить признание. Логан в ярости пытается ударить ее, но Альма с невероятной скоростью уворачивается, наносит удар ему в лицо и заканчивает ударом ногой в голову. Впечатленный Ноэль тут же нанимает ее. Альма не отвечает прямо на предложение. У нее урчит в животе, и она признается, что внезапно очень проголодалась. Позже, когда она ест жареное пирожное, которое дал ей Ноэль, Альма замечает, что никогда не пробовала ничего вкуснее в горах. Ноэль, все еще сомневаясь, признает, что не до конца поверил в ее историю о том, что она внучка Алкера. Альма отвечает, что когда она увидела Ноэля, то сразу поняла, что он внук смерти, по решительности в его глазах. Такая же решимость заставляет человека делать все возможное, чтобы достичь вершины. Размышляя об этом, Альма вспоминает, что дедушка однажды посоветовал ей никогда не бросать вызов смерти, назвав его непредсказуемым и непостижимым. Против него никто не мог устоять. Глаза Ноэля почему-то напомнили ей об этом совете. Ноэль спрашивает Альму, почему она не стала ассасином, ведь она тренировалась в горах. Альма отвечает, что пыталась перейти от ранга разведчика к рангу ассасина и выше. Хотя официально она еще не достигла ранга B, но уже соответствует всем требованиям. Ноэль удивляется и спрашивает, почему она не вступила в общество ассасинов, ведь с ее способностями это было бы легко. Альма признается, что так и было, пока однажды во время тренировки она не сразилась с другим ассасином. В этом тренировочном бою ее противник показал неплохой потенциал, но Альма легко уклонялась от всех его атак и эффективно контратаковала, в итоге победив его и приставив кинжал к его груди. Мужчина в отчаянии напомнил ей, что это была всего лишь тренировка. Альма вспомнила урок, который ей преподал дедушка. Сильнейший выживает, а слабый отдает свою жизнь богу ада. Мужчина возразил, что это старые убеждения, которые устарели с тех пор, как новым лидером стал другой человек, и что этих жестоких традиций больше нет. Но Альму это не волновало, ведь ее учили другому. Она уже собиралась прикончить его, но ее остановил Саймон Грегори, нынешний лидер организации. Из-за этого инцидента Альму исключили и запретили возвращаться, так как она вела себя неподобающе. Организация сильно изменилась, почти превратившись в государственное учреждение, и теперь она занимается не убийствами, а шпионажем, так как новый лидер считает, что это обеспечит будущее организации. Услышав это, Ноэль беспокоится, что его могут убить за то, что он знает эту историю.
Но Альма успокаивает его, говоря, что защитит его, называя себя его старшей сестрой. Позже, когда они идут по лесу, Ноэль спрашивает, что Альма знает о классах поддержки и их улучшениях. Она объясняет, что сами по себе они слабы, но их поддержка может переломить ход битвы. Ноэль добавляет, что бафы обладают широким спектром эффектов. Например, способность Ноэля «Атакующая команда» может мгновенно закончить бой. Но если использовать ее неправильно, это может привести группу к гибели. Поэтому тот, кто накладывает баф, должен проанализировать всю битву, прежде чем действовать, чтобы каждая команда максимально раскрывала потенциал каждого союзника на поле боя. Еще один важный момент заключается в том, что говорящие не могут усиливать себя, поэтому они не могут действовать в одиночку. Альма замечает, что Ноэль может это делать, и он отвечает, что если бы не мог, то давно бы погиб. Добравшись до места назначения, Ноэль просит Альму поймать для него монстра, объясняя, что из-за бездны флора и фауна мутировали. Хотя они не так опасны, как дикие звери, их не стоит недооценивать. Сегодня целью Альмы является кролик-убийца, а именно рогатый железный кролик. Получив баф от Ноэля, Альма чувствует, что ей не нужна помощь. Ноэль объясняет, что у Альмы должна быть способность превосходства, которая позволяет разведчикам ускоряться в 5 раз. Однако ей потребовалось много времени, чтобы приспособиться к этой способности. В противном случае она бы сломала себе кости и мышцы от перенапряжения. Ноэль подчеркивает, что поскольку тело должно адаптироваться к полученным бафам, он хочет посмотреть, насколько Альма совместима с его заклинаниями поддержки, так как это повлияет на их дальнейшие планы. Затем Ноэль накладывает на нее боевой голос и тактика и просит ее использовать превосходство на полную мощность, увеличив скорость в 6 раз. Испытание будет считаться пройденным, если Альма поймает хотя бы одного кролика за 10 секунд. Не теряя времени, Альма отправляется на задание и по пути ловит несколько кроликов. Впечатленная тем, как поддержка говорящего может помочь, она возвращается с 13 кроликами. Кролики-убийцы пойманы до истечения времени. Ноэль засекает 8,6 секунды. Он удивлен, как быстро она справилась с заданием с первой попытки. Удовлетворенный, Ноэль считает, что тренировка завершена, и он уверен, что Альма готова к выполнению задания их группы. Затем он показывает Альме письмо из маленького городка, которое они недавно очистили от монстров. В письме говорится, что возле деревни Мин появилась банда воров. Это будет первое задание для недавно возрожденной синей бестии. Вскоре после этого команда отправляется в деревню на карете. Альма в восторге, ведь она впервые едет в карете. Но Ноэль быстро охлаждает ее пыл, предупреждая, что сначала это весело, а поездка в Минт будет долгой и утомительной. Поскольку у них есть время, Ноэль объясняет, что охотники за головами помимо уничтожения монстров из бездны выполняют разные задания. Это может быть охота на монстров, охота на преступников, когда они выслеживают и ловят преступников, охота за сокровищами и охота за мифами, когда они исследуют неизвестные территории. Он добавляет, что проблемы с преступниками, например, с теми, с которыми предстоит столкнуться синей бестии, обычно решает местный лорд. Но лорды часто действуют слишком медленно, и деревня может быть разрушена до того, как подоспеет помощь. В таких случаях они обращаются за помощью к охотникам. Этот контракт пришел из бедной фермерской деревни, поэтому они, скорее всего, не получат награду, но это будет испытанием. Услышав это, Альма воодушевляется, ведь она сможет победить плохих парней и защитить жителей деревни. Ноэл благодарен ей за энтузиазм, потому что это напоминает ему о том времени, когда он был в своей старой группе. Однажды, когда они путешествовали, группа остановилась в Юдаре на ночь, и Альма пожаловалась, что у нее все болит. Они планировали пересесть в другой вагон утром и продолжить путь. Но найти место для ночлега оказалось непросто, потому что все гостиницы были заняты. После долгих поисков они наконец нашли комнату. Ноэл настоял, чтобы Альма легла на кровать, а он устроился на полу. Альма, удивившись, спросила, почему они не могут спать вместе. Ноэл смутился и не ответил на ее вопрос. Позже, когда он вышел из ванной без рубашки, Альма сказала, что ему пришлось много работать, чтобы добиться такого тела. Она добавила, что как бы Ноэл ни старался, он никогда не сравнится с воинами на передовой. Если бы Ноэл был таким же сильным, как Овер, он мог бы стать лучшим искателем. Но, к сожалению, это не так. Ее слова задели Ноэла, и он попросил ее закрыть глаза. Без предупреждения он коснулся ее лба, прежде чем лечь спать. Размышляя над словами Альмы, Ноэл понял, что она имела в виду. В детстве он был самым слабым в классе и тренировался с дедом, чтобы стать хоть немного сильнее. Когда они приехали в деревню, их встретил староста, но он удивился, увидев только двоих. Ноэл объяснил, что остальным пришлось уехать по разным причинам, умолчав о том, что он их продал.
Сейчас в синей банде остались только Ноэль и Альма, но Ноэль уверяет шефа, что они вдвоем вполне способны справиться с ворами. Они садятся в гостиной шефа, чтобы обсудить план действий, и Ноэль замечает, что дочь шефа подглядывает за ним из-за занавески. Он здоровается с ней, но она быстро прячется. Шеф извиняется за поведение дочери, объясняя, что она была взволнована встречей с Ноэлем. Но Ноэль хочет сосредоточиться на задании. Согласно письму, которое он получил, в округе орудует банда из 20 воров, и они уже напали на соседнюю деревню, так что эта деревня может стать их следующей целью. Ноэль спрашивает, есть ли какие-нибудь сведения о местонахождении воров, и шеф сообщает, что он уже разведал обстановку. Воры прячутся на каменистой поляне в восточной части леса, и, зная это, Ноэль уверен, что сможет их найти. Однако перед тем, как отправиться в путь, Ноэль хочет обсудить оплату. В письме шефа говорилось, что 200 монет он получит авансом, а еще 300 по завершении работы. Ноэль не успевает договорить, как жена шефа приносит ему 200 монет, и шеф уверяет его, что остальные деньги будут выплачены, когда работа будет сделана. Ноэль удивлен, что они даже не торгуются. Судя по весу сумки, шеф едва наскреб эти деньги, что говорит о его бедственном положении. Получив аванс, Ноэль и Альма отправляются выполнять задание. По дороге Альма замечает, что шеф все время пялился на ее грудь, даже перед женой и дочерью, и это заставляет ее думать о нем не очень хорошо. Внезапно к ним подбегает дочь шефа, желая поговорить с Ноэлем. Она показывает ему игрушку, которую Ноэль подарил ей во время своего последнего визита в деревню. Альма очень дорожит этой игрушкой, потому что Ноэль ей нравится. Альма обещает приготовить что-нибудь вкусное, когда он вернется, и Ноэль говорит, что с нетерпением ждет этого. Альма находит это забавным и отмечает, что Ноэль очень милый, но он отмахивается от ее слов. Позже той же ночью они приходят в лагерь разбойников. Но, к удивлению Ноэля, там больше 40 разбойников, вдвое больше, чем ожидалось. Ноэль быстро узнает главаря, Горда Бритву, за голову которого назначена награда в 2 миллиона филов. Ноэль, как разведчик, спрашивает Альму, уверена ли она, что сможет победить его. Альма считает, что сможет победить в бою 1 на 1, но не справится, если ей придется сражаться со всеми приспешниками Горда одновременно. Ноэль ожидал этого и уверяет ее, что у него есть план, как справиться с приспешниками. Альма удивлена, что Ноэль собирается сражаться вместе с ней, потому что бандиты могут его заметить, если он подойдет ближе. Но благодаря навыку скрытности Альмы она может подобраться ближе. Ноэль говорит ей замолчать и сосредоточиться на плане, и она активирует навык скрытности и проникает в лагерь. Благодаря навыку Ноэля, Линку, они могут общаться мысленно. Альма добирается до палатки Горда и сообщает Ноэлю, что готова. Ноэль использует оглушающий вой, парализуя весь лагерь. Он приказывает Альме убить Горда, и она с 5-кратным ускорением пронзает его сердце. Горда мертв, и теперь нужно разобраться с оставшимися бандитами. Ноэль приказывает Альме отвлечь их, пока он будет действовать. Пока она убивает разбойников, Ноэль замечает, что Альма слишком увлеклась боем. Но он пока что отгоняет эту мысль и присоединяется к ней, сжигая остальных воров огненной пулей. Когда задание выполнено, они возвращаются в деревню, где их встречает староста, и с облегчением узнает, что они целы и невредимы. Когда Ноэля спрашивают о ворах, он сообщает, что с ними уже разобрались, и показывает голову Горда в качестве доказательства. Староста отказывается смотреть на нее. Ноэль уверен, что работа выполнена, и просит оставшуюся часть оплаты. Но прежде чем заплатить, староста приглашает их на ужин, так как его дочь Челси очень ждала этого. Когда они садятся за стол, староста упоминает, что Челси недавно сдала экзамен на мечника, и она спрашивает Ноэля, сможет ли она стать искателем, как он. Ноэль отвечает, что стать искателем может каждый, хотя обычно для этого нужно пройти обучение в лагере. Или она может стать помощницей опытного искателя, чтобы набраться опыта. Пока Ноэль объясняет это, он замечает, что староста и его жена переглядываются, будто что-то замышляют. Чуть позже Челси спрашивает, возьмет ли Ноэль ее в свою команду, если она станет сильным искателем в будущем. Ноэль отвечает, что если она станет сильной и будет по-прежнему восхищаться им, он с радостью примет ее. Челси очень рада это слышать. В этот момент староста и его жена возвращаются с бутылкой дорогого вина. Староста хочет отпраздновать и наливает вино Ноэлю и Ульме. Но Ноэль настаивает, чтобы староста выпил первым, отказываясь пить до него. Староста начинает паниковать и пытается придумать отговорку, почему он не может выпить вино. Но Ноэль настаивает, что главный должен выпить первым, потому что он знает, что вино отравлено.
Главный пытается отнекиваться, но Ноэл приводит свои доводы. Во-первых, главный солгал, что разбойников всего 20, чтобы уменьшить сумму вознаграждения. А тот, кто настолько нечестен, не стал бы открывать дорогую бутылку для гостей. Во-вторых, вино совсем недорогое. Ноэл по запаху может определить, что оно самое дешевое и уже давно открытое. Наконец, Ноэл почувствовал, что от главного и его жены исходит жажда крови с тех пор, как они принесли бутылку. Альма насмехается над главным, говоря, что они не попадутся на такую очевидную попытку убийства, и что яд на нее все равно не подействует, потому что у нее иммунитет к ядам. Главный злится и обвиняет их в том, что у них нет доказательств. Но Ноэл говорит, что если он действительно не отравлял вино, то должен был сам его выпить. В ответ главный устраивает истерику и требует, чтобы Ноэл немедленно покинул деревню. Но Ноэл невозмутимо использует свой навык признания и заставляет главного признаться, что он хотел их отравить, чтобы не платить и украсть их деньги и снаряжение. Челси, дочь главного, в шоке от того, что ее отец пытался убить Ноэла. Но теперь, когда Ноэл услышал признание, он бросается вперед и большим пальцем выбивает главному глаз. Главный кричит от боли, но Ноэл не останавливается и обещает выколоть ему второй глаз, потом нос и, наконец, язык. Главный умоляет о пощаде, но Ноэл не собирается прощать того, кто пытался его убить. Он говорит начальнику, что если тот хочет жить, то должен отдать все свои деньги. Начальник умоляет его, объясняя, что ему нужны деньги, чтобы расплатиться с долгами перед мафией Гамбино, и что они сделают с ним что-то ужасное, если он не сможет заплатить. Но Ноэлю все равно. Он уже собирается выполнить свою угрозу. Но тут появляется Челси с сумкой, в которой около $800, и отдает их Ноэлю, умоляя его пощадить ее отца. Начальник кричит на нее, предупреждая, что семья Гамбино может убить их, если они не заплатят. Но Челси говорит, что если она не отдаст деньги Ноэлю, он точно убьет ее отца прямо сейчас. Ноэль берет деньги и, убедившись, что их достаточно, говорит Альме, что пора уходить. Когда они уходят, Челси проклинает Ноэля и всех искателей за то, что они сделали, и это немного задевает Ноэля. Ведь всего несколько минут назад она восхищалась им, но что есть, то есть. Когда они уходят, Альма спрашивает Ноэля, все ли с ним в порядке после того, что произошло. Ноэль отмахивается, говоря, что получил свои деньги, а начальник сам виноват. Так что он может смириться с тем, что его ненавидят за жестокость. Чуть позже они замечают воздушный корабль, летящий над ними, и Ноэль узнает эмблему клана Козла. 3 звезды на регалии. Альма думает, что это круто, но она не знает, что такое регалия, поэтому Ноэль объясняет, что это титул, который присваивает империя. Сейчас существует 7 звезд регалии, но не все они равны. Последние 4 внизу, 3-я и 2-я звезды примерно равны, и только самый сильный клан получает звезду регалии. Получение статуса ассасина дает различные привилегии, включая право на личный дирижабль. Ассасины, заслужившие этот статус, одни из самых сильных, умных, богатых и опытных. Ноэль уже решил, что к следующему году он станет достаточно могущественным, чтобы получить признание ассасинов. Глядя в его решительные глаза, Альмер вспоминает тот день, когда ее отвергли в обществе ассасинов. Она спросила Симона, достаточно ли хорошо она выступила, и хотя Симон признал ее выдающиеся боевые навыки, он сказал, что это не значит, что она прошла. Он задал ей простой вопрос: она ли убила Алкера, бывшего лидера ассасинов? Альма призналась, что это была она. Хотя Алкер считался богом ассасинов, он стал легкой добычей из-за своего безумия. Алкер был ужасным человеком, но даже он не смог победить смерть. И эта неудача сводила его с ума, пока он не сошел с ума. Альма рассказала, что она была дочерью Алкера, рожденной от одной из многих женщин, которых он похитил. У Алкера было много детей, но он не хотел их воспитывать, он хотел вырастить ассасина, который сможет его заменить. Он заставлял всех своих детей сражаться друг с другом насмерть. И Альма была последней, кто остался в живых. Симон понял, что у Альмы трагическое прошлое, но сказал ей, что она все равно не подходит для общества ассасинов. Альма была опустошена. Она не могла поверить, что ее отвергли, несмотря на то, что она прошла испытание. Эти 21 год ее жизни были потрачены впустую. Симон сказал ей, что она может жить как хочет, но если она хочет найти новую цель. Он упомянул, что внук смерти теперь стал искателем, и хотя он больше любит поговорить, все равно невероятно силен. Альма, заинтригованная, отправилась в столицу, чтобы встретиться с ним. Теперь она рада, что сделала это. Она нашла новую цель в жизни и клянется всегда быть рядом с Ноэлем.
В тюрьме строгого режима охранник был найден без сознания в душевой. Затем нападавший превращается в точную копию охранника и занимает его место. Он направляется в комнату охраны, где его напарник ничего не подозревает. Отлично сыграв свою роль, самозванец небрежно спрашивает, за каким заключенным они наблюдают, и напарник начинает рассказывать о жутких убийствах, совершенных их подопечным. Именно за этим и пришел самозванец. Каждое утро Ноэль начинает с пробежки вокруг замка, неся на спине тяжелый груз камней. Он строго ограничивает себя 2 часами и никогда не пропускает эту тренировку. Его дед привил ему эту привычку, когда Ноэль решил стать искателем. Ноэль не может увеличить свою силу с помощью магии, так как он болтун. Поэтому его единственный путь к силе – это упорные тренировки. Закончив пробежку, Ноэль принимает душ, размышляя о том, что Альма недавно сказала ему. Никакие тренировки не сравнятся с силой, которая дается от природы. В этот момент в дверь стучат. Альма заходит раньше, чем ожидалось. Она должна была приехать через несколько часов, поэтому Ноэль не совсем готов. Альма подразнивает его, говоря, что он должен радоваться, что она пришла раньше, и, увидев впечатляющую фигуру Ноэля, говорит, что хочет его потрогать. Без предупреждения Альма игриво толкает Ноэля на кровать. Хоть она и считает себя его старшей сестрой, это не мешает ей попытаться его поцеловать. Ноэль пытается отбиться от нее, но Альма, прирожденный разведчик, не оставляет ему выбора. Она бьет его головой. Позже Альма признает, что, возможно, зашла слишком далеко, но все равно считает, что Ноэлу не стоило бить ее головой. Тем не менее, Ноэль считает, что его ответ был вполне оправдан, учитывая ее поведение. Альма не сдается, она хватает его за руку и заявляет, что теперь это официально считается свиданием. Ноэль, раздраженный, но подыгрывающий ей, предлагает пойти в гильдию оценщиков. Оценщики — это уникальный класс гномов, которые занимаются только оценкой. Придя в гильдию, Ноэль спрашивает у Альмы, какие у нее планы. Она уже получила повышение, о чем свидетельствует метка на ее груди, которая появляется автоматически после выполнения требований. Ноэль хочет знать, собирается ли она по-прежнему стать убийцей. Альма не уверена и спрашивает мнение Ноэла. Он тоже не уверен. Класс убийцы был бы полезен в бою. Но он не хочет брать на себя обязательства и боится, что его навыки могут пересекаться с навыками будущих членов команды. Альма удивлена. Она не знала, что Ноэль хочет набрать больше людей. И немного ревнует. Ноэль объясняет, что было бы безрассудно отправляться в бездну только вдвоем. Поэтому он хочет сначала оценить возможности Альмы. После оценки Ноэль и Альма идут в кузницу, которой управляет гном. Хорошее снаряжение повышает потенциал искателя, поэтому важно следить за его состоянием. Кузнец тепло приветствует Нола, очевидно, они в хороших отношениях, а затем переключает внимание на Альму, предполагая, что она новый участник группы. Он начинает оценивать ее снаряжение, но немного отвлекается на характеристики Альмы. Затем Ноэль ведет Альму в магазин книг навыков, чтобы она могла выбрать несколько руководств по навыкам. Он разговаривает с хозяйкой магазина, объясняя ей, что Альма должна выбрать подходящие навыки, пока он будет в другом магазине. Альма спрашивает, куда он идет, и Ноэль объясняет, что в этом магазине продаются только книги навыков разведчика, а для книг навыков говоруна ему нужно зайти в другой магазин. Перед уходом он напоминает Альме, что у нее есть строгий лимит в 1 миллион на книги навыков и что она не должна потратить ни цента больше. Альма обещает придерживаться бюджета, но как только он уходит, она покупает огромного плюшевого медведя. Когда Ноэль возвращается, он злится на нее за эту покупку, но и на себя за то, что доверился ей. Альма защищает свою покупку, говоря, что она не потратила весь бюджет. Она смогла купить мощную книгу навыков под названием «Пробивание брони», которая вдвое снижает защиту противника. Она стоит 800, и она потратила оставшиеся деньги на медведя, потому что Ноэль больше не разрешает ей его обнимать. Альма считает эту поездку удачной, хотя и замечает, что Ноэль ничего себе не купил. Он объясняет, что книга навыков, которую он хотел для экзорцизма, была слишком дорогой – 30 миллионов, но она позволила бы ему мгновенно уничтожать монстров-нежить. В этот момент Ноэль замечает проходящего мимо человека, извиняется и следует за ним в переулок. Человек оказывается Локи, оборотнем, который ранее проник в тюрьму. Ноэль нанял его, чтобы он расследовал дело кукловода, и Локи передает собранную информацию. Хотя ему любопытно, что задумал Ноэль, он сомневается в разумности привлечения кукловода, учитывая, что этот человек когда-то терроризировал столицу своими способностями. Но именно поэтому Ноэль и хочет его нанять. Он считает, что кукловод был подставлен, и расследование Локи – часть доказательства его невиновности.
Локи признает, что Ноэль придумал хорошую стратегию. Но это странно, учитывая прошлые поступки Ноэля, например, продажу бывших товарищей по команде в рабство. Ноэль говорит о спасении заключенного, приговоренного к смертной казни, и это неожиданно, но Ноэль гордится этим поворотом событий, демонстрируя уверенность в своем плане. Прочитав отчет Локи, Ноэль хвалит его за проделанную работу. Локи отмахивается, говоря, что это в порядке вещей. В конце концов, его класс подражателей позволяет ему принимать любой облик, что делает проникновение в чужие дома естественным для него. Ноэль платит Локи за работу и просит продолжать расследование. Перед уходом Локи сообщает еще кое-что. На рынке появился новый опасный наркотик, который предположительно сильнее всех остальных. Но он вызывает неконтролируемые приступы ярости, что приводит к всплеску насильственных преступлений. Ноэль задается вопросом, кто осмелился продавать такое вещество, предполагая, что семья Лучана быстро пресечет это, как только узнает. Но Локи говорит, что группа, распространяющая наркотик, на самом деле является подразделением семьи Лучана, поэтому вряд ли что-то будет сделано. Сейчас территорией управляет семья Гамбино, и их лидер, Альберт Гамбино, известен своим непредсказуемым поведением. Тем временем Альма недовольна тем, что Ноэль так долго ее игнорирует, и пытается поднять ей настроение, приготовив еду. В этот момент мимо проходит ее старая подруга. Ноэль идет по территории Гамбино и разочарован тем, что все пришло в упадок. Предыдущий глава семьи Гамбино был уважаемым человеком, которым восхищался даже Финоккио, но когда он умер, его сын Альберт занял его место, и все пришло в хаос. Проходя мимо, Ноэль замечает мужчину, сидящего на обочине дороги, который сильно отличается от местных жителей, и Ноэль предполагает, что он иммигрант. Ноэль думает, что этот человек, скорее всего, закончит свои дни нищим. Ему даже немного жаль его, и он бросает ему монетку. К удивлению Ноэля, мужчина встает и возвращает ему монетку, решив, что Ноэль случайно ее уронил. Он даже предупреждает Ноэля, что это место небезопасно для такой милой девушки, как он. Ноэль, обидевшись, уточняет, что он парень, и настаивает, что не возьмет обратно монетку, которую трогал грязный нищий. Он собирается уйти, но мужчина, чувствуя себя оскорбленным, пытается схватить его за плечо. Ноэль в ответ наносит ему резкий удар в живот, от которого тот отлетает. Он предупреждает мужчину, чтобы тот больше не смел к нему прикасаться. Такое высокомерное поведение напоминает мужчине кого-то, кого он знал раньше, и он не может это так оставить. Обычно он избегает драк, но не настолько слаб, чтобы проигнорировать такое оскорбление. Он принимает боевую стойку, демонстрируя, что хорошо владеет мечом, и атакует Ноэля, который едва успевает увернуться. Мужчина продолжает атаковать, пока Ноэль наконец не хватает его за руку и не швыряет в ближайшее здание. Мужчина впечатлен боевыми навыками Ноэля и спрашивает, не из класса ли он ниндзя. Поскольку класс ниндзя находится на далеком восточном острове, Ноэль предполагает, что это родина мужчины. Ноэль отвечает, что он просто болтун, и мужчина удивляется, что болтун может так хорошо драться. Но прежде чем они успевают всерьез сразиться, их прерывает маленькая фигурка-коротышка, отчитывающая Когу за драку без разрешения. Пока это происходит, Альма и ее друзья садятся поболтать. Ее подруга удивляется, что Альма до сих пор не повысила свой ранг. Олма объясняет, что у нее есть два варианта – стать убийцей или охотником. Но Ноэль посоветовал ей пока не принимать решение. Ее подруга не понимает логики Ноэля, ведь охотники и убийцы выполняют совершенно разные функции. И выбор Олмы будет зависеть от потребностей других членов команды. Она предполагает, что Ноэль, скорее всего, сейчас ищет кого-то нового. Ноэль продолжает отчитывать Когу, говоря, что он велел ему оставаться на месте и не хочет никаких оправданий. Он даже активирует свое кольцо, и Кога теряет сознание. Ноэль понимает, что это кольцо подчинения, которое заставляет выполнять приказы хозяина, хотя обычно это запрещено законом. Когда Кога успокаивается, Ноэль поворачивается к нему и спрашивает, почему они подрались, но при этом принимает Ноэля за девушку. Когда поведение мужчины становится странным, Ноэль пинает его, и тот падает на землю. Обиженный мужчина требует объяснений, но Ноэль направляет на него пистолет и говорит, что это он будет задавать вопросы. Первый вопрос Ноэля: откуда этот коротышка, ведь он не местный. Мужчина говорит, что он из Садерленда, далекого южного региона, и Ноэль спрашивает, зачем он приехал в столицу. Коротышка колеблется, но под дулом пистолета признается, что он в бегах. Раньше он работал на семью Далимбер, управляя их подпольным бойцовским клубом, пока его не поймали на растрате, и ему не пришлось бежать.
Он приехал в Эл-Трию на территорию Лучана, надеясь, что долимберы его не найдут. Кага, один из его рабов-бойцов, был с ним, когда он сбежал. Ноэль подозревает, что мужчина хочет использовать Когу, чтобы вернуться в подпольный бойцовский клуб Эл-Три, и коротышка подтверждает это. Он даже спрашивает, не замешан ли Ноэль в подпольном бизнесе и может ли он за него поручиться. Ноэль, не обращая внимания, уточняет, что он искатель, и, кстати, мужчина. Мужчина в шоке, что такой красавчик может быть мужчиной. Ноэль, возмущенной реакцией, обдумывает варианты. Манчкин убегает от Дилембертов, так что Ноэлю не придется отвечать за его убийство. Кроме того, если этот коротышка исчезнет, Ноэль сможет взять Когу в свою команду. Учитывая очевидные преимущества, Ноэль принимает решение и убивает мужчину. Ноэль может быть бессердечным, но он не убийца. Он делает предупредительный выстрел и оставляет мужчине жизнь. Но предупреждает, что если тот не уйдет в течение 10 секунд, Ноэль не промахнется во второй раз. Испуганный мужчина вскакивает на ноги и пинает Когу, давая понять, что пора бежать. Ноэль, желая, чтобы у Коги хватило сил, признает, что нежелание Коги убить своего хозяина ради свободы делает его слабовольным. Именно таким человеком Ноэль не хочет видеть в своей команде. Позже Ноэль возвращается в кафе, где его встречает Лиша. Но он не помнит, чтобы приглашал ее, поэтому сухо замечает, что не будет платить за ее еду. Альма сердито вмешивается, защищая Лишу, которая просто пришла составить ей компанию, потому что Ноэль так долго ее игнорировал. Ноэль со вздохом уступает и соглашается оплатить их заказ только на этот раз. Он садится, и Лиша спрашивает, нашел ли он кого-нибудь подходящего. Она предполагает, что его долгое отсутствие означает, что он собирал команду. Но Ноэль признается, что не встретил никого, кто бы ему подошел. Вместо этого у него есть кое-что другое на уме, и он спрашивает, знает ли она что-нибудь об опасном наркотике, который сейчас в ходу. Лиша слышала слухи, но не была в курсе. Ноэль объясняет, что побочным эффектом является сильная агрессия, и это не контролируется. Он советует ей быть осторожной, что удивляет Лишу, ведь Ноэль не из тех, кто проявляет беспокойство. Ноэль уточняет, что делится с ней информацией только потому, что они в хороших отношениях. Она благодарит его и собирается уходить, приглашая Альму присоединиться к ней в кондитерской, которую она нашла. Альма соглашается, но Ноэль не собирается заводить с Лишей крепкую дружбу, поэтому он торопит ее. Когда Лиша уходит, Ноэль задумывается о ситуации с наркотиками. Если даже Лиша об этом слышала, значит, это распространилось за пределы столицы. Ноэль надеется, что это не станет еще большей угрозой. Тем временем Мигеля похищает Альберт Гамбино. Обычно Альберт не вмешивается, но семья Дилембертов попросила семью Гамбино отомстить Мигелю за его предательство. Мигель паникует. Зная репутацию Альберта как настоящего психопата, который хранит черепа своих врагов в витрине, Альберт не собирается просто отдать Мигеля, и Мигель в отчаянии начинает льстить Альберту. Он предлагает такому грозному человеку, как Альберт, не заниматься такими приземленными делами, как сбор награды для Дилембертов. К несчастью для Мигеля, его лесть оборачивается против него, и Альберт решает немного повеселиться. Он собирается освежевать Мигеля заживо и превратить его в куклу. Мигель в ужасе спрашивает, шутит ли Альберт. Но Альберт совершенно серьезен, он даже собирается освежевать Когу. Кага подслушивает это, но остается равнодушным. Он давно потерял надежду на жизнь, и смерть в таких муках его не пугает. Но прежде чем Альберт успевает начать, приходит сборщик долгов, чтобы сообщить, что кто-то не заплатил вовремя. Это староста деревни, где находится монетный двор. Он нервно объясняет, что собрал деньги, но его ограбил злой искатель по имени Ноэль, который даже назвал Альберта Гамбино сукиным сыном. Возмущенный Альберт обещает, что Ноэль заплатит за это оскорбление. В качестве награды за честность старосты Альберт дает ему больше времени на оплату, но за просрочку все равно будут штрафы. Альберт быстро решает, что в качестве компенсации старости можно отрубить правую руку. Староста, застыв от страха, смотрит, как Альберт приказывает Коге выполнить наказание. Кага, опытный фехтовальщик, должен справиться даже с помощью палки. Сначала Кага колеблется, но Мигель кричит, чтобы он выполнял приказ. Как только Кага готовится нанести удар, Альберт говорит ему подождать. Затем Альберт кусает кристалл с фиолетовым наркотиком, чтобы взбодриться, так как считает, что насилие в таком состоянии доставляет больше удовольствия. В своем извращенном, измененном состоянии Альберт дает Коге добро. Староста, не желая этого, протестует, что Кага не сможет отрубить ему руку простой палкой.
Но в одно мгновение Кага наносит удар, и рука старосты падает на землю. Староста кричит от боли, а Альберт в восторге от этого зрелища. Воспользовавшись моментом, Мигель предлагает Альберту Когу в качестве отчаянной попытки завоевать его расположение. Альберт соглашается, и Кага официально становится его собственностью. Затем Когу ведут в другую комнату, чтобы переодеться, и он рассказывает о своем трагическом прошлом. Его отец, богатый бизнесмен, и мать, одна из самых красивых женщин в Ламбе, казалось, жили счастливо. Но однажды все изменилось, когда на отца Каги напали, и он потерял сознание, а его мать похитили и изнасиловали. К тому времени, как отец пришел в себя, было уже поздно. Через 9 месяцев родился Кага. Его мать изо всех сил старалась заботиться о нем, но отец Каги ожесточился и возненавидел ребенка. Однажды ночью, увидев презрение в глазах мужа, она не выдержала и вонзила меч себе в горло. Шли годы, и отец Каги начал пить. Скорбя своей погибшей жене, Кага, все еще надеясь на отцовскую любовь, старался быть полезным. Но при виде Каги отец часто приходил в ярость, а остальные жители поместья желали, чтобы Кага умер вместе с матерью, чтобы им не приходилось видеть его лицо. Жизнь в семье, где над ним насмехались и отвергали, сильно повлияла на самооценку Каги. Однажды утром Кага проснулся и обнаружил, что находится на корабле, и никто не объяснил, как он туда попал. Вскоре он понял, что, скорее всего, его семья продала его в рабство, потому что больше не хотела его видеть. Тогда Кага впервые встретил Мигеля, который сразу же потащил его на нелегальный бойцовский ринг. Кага начал побеждать в боях, и Мигель был в восторге, впервые в жизни осыпая его похвалами. От неожиданных комплиментов Кага расплакался. Но он быстро понял, что Мигелю было наплевать на него, а только на деньги, которые он зарабатывал на победах Каги. В настоящее время Кага заканчивает подготовку и отправляется на свое первое задание под командованием Альберта. Тем временем в ту же ночь Ноэль направляется в заброшенную церковь, чтобы встретиться с Локи, который утверждает, что у него есть важная информация. Ноэль всегда хорошо к нему относился, и Локи предупреждает его, что семья Гамбино хочет его убить. Он объясняет, что глава деревни Мин солгал Альберту Гамбино, сказав, что Ноэль его оскорбил, и Альберт поверил в это. Теперь за Ноэлем отправили убийцу. Ноэль считает смешным, что Альберт мог отдать приказ об убийстве из-за такой ерунды. Но Альберт сумасшедший, и нормальный человек не может понять ход его мыслей. Ноэль удивляется, как такой человек, как Альберт, вообще стал главой семьи Гамбино. Ответ прост – кумовство. Несмотря на то, что Альберт был непригоден для этой должности, он унаследовал ее, потому что был единственным сыном предыдущего лидера. Внезапно Ноэль слышит приближающийся лязг доспехов и понимает, что кто-то идет. До него доходит, что Локи, должно быть, его предал. Локи извиняется, объясняя, что у него не было выбора. Если бы он не согласился, семья Гамбино убила бы его. Он думает, что потом уедет в другую страну, чтобы они его не достали. Но Ноэль указывает на недостаток этого плана. Никто не мешает ему прямо сейчас застрелить Локи. Ноэль разочарован, что ему придется убить Локи. Тем более, что ему нравилось, что Локи был рядом. Но, к удивлению Ноэля, Локи не убегает и, кажется, готов умереть. Ноэль спрашивает, почему Локи так легко готов расстаться с жизнью. И Локи признается, что понял, что, предав Ноэля, он предал и свою гордость как информатора. Он должен искупить свою вину. Видя искренность Локи, Ноэль решает пощадить его и даже уверяет, что ему не придется уезжать из страны, потому что Ноэль сам собирается уничтожить семью Гамбино. Локи ошеломлен. Затем начинает истерически смеяться. Поведение Ноэля, который его простил, совершенно не характерно для него. Тем не менее, он благодарен за второй шанс и обещает все исправить. Хотя Локи знает, что он бесполезен в драке, он уходит. Как только Локи исчезает, Ноэль готовится к встрече с нападавшим. Он выпивает боевое зелье, которое на 10 минут усиливает его физические способности, но после этого он чувствует себя истощенным. Когда нападавший появляется в поле зрения, Ноэль с удивлением видит, что это Кага. Кага тоже удивлен, увидев Ноэля. Ноэль саркастически поздравляет Когу с тем, что тот стал наемным убийцей в семье Гамбино, отмечая, что это большой шаг вперед по сравнению с уличной дракой. На этот раз Ноэль предлагает продолжить с того места, на котором они остановились, и направляет на Когу пистолет. Однако Кага не решается обнажить свои мечи. Он не хочет драться с Ноэлем, все еще чувствуя себя обязанным за серебряную монету, но он не может ослушаться приказа своего хозяина. Неохотно он соглашается на дуэль, представляясь Кагой мастером владения длинным мечом,
Ноэль считает, что Кага поступил глупо, раскрыв свою личность, но уважает гордость воина и представляется в ответ. Бой начинается с того, что Ноэль стреляет из пистолета, но Кага уклоняется и приближается к нему. Прежде чем Кага успевает нанести удар, Ноэль использует трос, чтобы убежать. Теперь, когда Кага сыт и стал сильнее, его скорость и точность значительно улучшились по сравнению с их последней встречей. Но у Ноэля есть план. Он стреляет огненной пулей, от которой Кага едва уворачивается, но пламя охватывает его. Ноэль думает, что Кага получил серьезные повреждения, но Кага выходит из огня невредимым. Создав защитный барьер, Кага прыгает вперед, заставляя Ноэля вступить в ближний бой. В отчаянии Ноэль пытается ударить Когу в пах, но тот уворачивается и гневно называет этот прием дешевым трюком. Но Ноэлю все равно. В борьбе не на жизнь, а на смерть грязные приемы – это нормально. Вытащив светошумовую гранату, Ноэль ослепляет Когу и готовится нанести смертельный удар. Но прежде чем Ноэль успевает нанести удар, Кага применяет особую технику, нанося шквал ударов. Кага загоняет Ноэля на уступ, но Ноэль пытается остановить его оглушающим воплем. Но Кага отбивает звуковую атаку, и Ноэль падает в пропасть. Ударившись о землю, Ноэль теряет сознание, а когда приходит в себя, видит над собой Когу. Меч направлен прямо в голову Ноэля. Кага говорит, что был впечатлен навыками Ноэля и хвалит его за то, что он такой грозный противник. Но Ноэлю не интересны его похвалы. Он требует объяснить, почему Кага до сих пор его не убил. Кага запинается, не зная, что сказать, потому что, хотя его заданием было убить Ноэля, он не может этого сделать после такой напряженной битвы. Ноэль, видя нерешительность Каги, приходит в ярость и начинает кричать на него, сжимая меч и заявляя, что Кага не может позволить себе пощадить врага. Если Кага не убьет его, предупреждает Ноэль, то Альберт точно не оставит его в живых. Возможно, это и правда, но Кага все еще колеблется. И он не понимает, почему Ноэль так старается заставить его закончить дело, которое может стоить ему жизни. Поэтому он предполагает, что Ноэль действительно беспокоится о других. Но мгновение спустя Ноэль говорит, что Кага упустил свой шанс убить его, потому что только что пришла Альма и не позволит никому, кроме нее, прикасаться к прекрасному телу Ноэля. Перед началом боя Ноэль использовал свой навык связи, чтобы отправить Альме сообщение о своем положении. Он очень рад, что она здесь, потому что действие зелья, которое он выпил, только что закончилось. Из-за побочных эффектов он не может двигаться. Альма не понимает всех подробностей. Но она знает одно. Кага напал на Ноэля. Она спрашивает Ноэля, можно ли ей убить Когу, и Ноэль разрешает. Не раздумывая, Альма нападает на Когу, который поднимает мечи, чтобы блокировать ее удар. Он умоляет ее не делать этого, потому что не хочет убивать женщину. Альма смеется над его словами, ведь у нее есть преимущество. Но Кага говорит, что она застала его врасплох внезапной атакой, но все равно не смогла нанести смертельный удар. Альма воспринимает это как вызов и активирует свой навык ускорения, чтобы быстро победить Когу и доказать свое превосходство. Но Кага отвечает, что активировал свой навык усиления чувств, который позволяет ему быстрее и точнее реагировать с закрытыми глазами. Пока они продолжают сражаться, Ноэль снова вспоминает, что он не такой, как Альма и Кага. Но это только разжигает его желание стать сильнее. До сих пор Альма и Кага сражались на равных. Альма признает, что Кага сильнее, чем она думала. Но она все равно намерена победить его следующей ядовитой атакой. Когда она становится серьезной, Кага решает, что пора признать равенство полов и готовится нанести смертельный удар, чтобы победить Альму одним ударом. Но прежде чем они успевают сделать следующий шаг, Ноэль запускает в небо сигнальную ракету и приказывает Ольме отступить. Альма неохотно подчиняется, понимая, что это не просьба, а приказ. Ноэль говорит Каге, что ему тоже нужно уйти, потому что ракета, которую он запустил, привлечет внимание военной полиции. И Альберт будет очень зол, если имперское правительство узнает, что он здесь делал. Каге не хочет уходить с пустыми руками, но у него нет выбора, и он вынужден подчиниться Ноэлю. Но прежде чем уйти, Ноэль зовет его обратно и говорит, что у него есть сообщение для Альберта. На следующий день Кага докладывает Альберту о своей неудачной попытке убить Ноэля. Но, к удивлению, Альберт кажется совершенно спокоен. Он даже передает Каге коробку с головой Мигеля, но в остальном ведет себя как обычно. Альберт говорит Коге,
что простит ему эту неудачу, потому что сегодня у него хорошее настроение, но предупреждает, что во второй раз он так просто не отделается. Кага клянется выполнить задание любой ценой, что радует Альберта. Он отпускает Когу. Но перед тем, как уйти, Кага вспоминает, что Ноэль передал ему сообщение для Альберта. «Альберт Гамбино, я уничтожу всю твою организацию и отправлю тебя в ГУЛАГ». Альберт спокойно спрашивает, говорит ли Кага правду или лжет, как это делал шеф Минса. Но на лице Каги нет ни намека на обман. Альберт начинает злиться еще больше и теперь хочет, чтобы Ноэль умер. Кага и телохранитель Альберта Лео выходят из кабинета, чтобы дать ему время остыть. Когда они уходят, Лео говорит, что Кага, возможно, зашел слишком далеко со своими словами, и Кага извиняется. Лео спрашивает, почему Кага так отреагировал, ведь Мигеля убили. Но Кага, который почти ненавидел Мигеля, не должен был переживать из-за его смерти. Настоящая причина, по которой Кага решил передать сообщение Ноэля, в том, что он искренне восхищается Ноэлем и считает его невероятным человеком. Хотя он всего лишь болтун. Ноэль тренировался до тех пор, пока не смог противостоять такому человеку, как Кага. Кага знает, что тренировки Ноэля были мучительными. Но даже после этого никакая тренировка не сделает его достаточно сильным, чтобы победить бойца в классе болтунов. Но, несмотря на это, Ноэль никогда не терял свой взгляд, который говорит, что он станет сильнейшим в мире, несмотря ни на что. Лео говорит, что Кага восхищается Ноэлем как соперником и хочет стать сильнее вместе с ним. Теперь, когда Кага об этом думает, Лео абсолютно прав. Но ему интересно, откуда у Лаоса столько информации по этому поводу. Лео объясняет, что он сам когда-то прошел через нечто подобное, хотя это было давно. На следующий день Альберт приходит в секретную таверну, где находится Ноэль. Он хочет заставить Ноэля заплатить за то, что он сказал. С ним несколько искателей ранга Б и один ранга А. Он уверен, что сможет победить Ноэля сегодня и садится за его столик, чтобы поговорить с ним. Затем он берет бутылку вина Ноэля и начинает пить, чтобы показать свое превосходство. Но ему совершенно не нравится вкус вина. Несмотря на то, что Ноэль в меньшинстве, он спокойно насмехается над Альбертом, говоря, что пить чужое вино без приглашения невежливо. Хотя, возможно, Альберт просто не понимает, что такое хорошие манеры. Разъяренный Альберт подходит к Ноэлю вплотную, но тот говорит ему, чтобы он отстал, потому что от него плохо пахнет, и это портит аппетит. Обиженный Альберт угрожает отрезать Ноэлю язык. Но прежде чем он успевает что-то сделать, один из посетителей таверны подходит к нему сзади и говорит, чтобы он остановился. Он понятия не имеет, почему Альберт так ненавидит Ноэля. Но он хочет дать понять, что по какой бы причине это ни было, ему нельзя нападать на посетителей в этой таверне. Альберт оскорблен и спрашивает мужчину, знает ли он, кто он такой, и посетитель прекрасно осведомлен о репутации Альберта. Но как искатель, он и другие посетители этой таверны не позволят чужаку вроде Альберта делать то, что он хочет. Альберту не нравится, когда ему говорят «нет». Поэтому он приказывает Леосу и остальным телохранителям убить Ноэля и всех искателей в таверне, но телохранители не решаются выполнить приказ. Леос говорит, что им было бы легко убить всех искателей, потому что все здесь только с ранга. Но если они это сделают, им придется объясняться с Доном Лучано. И будет очень трудно оправдать это. Они уже на грани, потому что он говорит, что это из-за проблемы с наркотиками. Еще одна оплошность может привести к гибели семьи Гамбино. Но если он все равно будет настаивать на своем, Лео позаботится о том, чтобы дело было сделано. Теперь, не зная, что делать дальше, Альберт колеблется, и Ноэль еще больше его подначивает, называя трусливым дураком без мозгов. Альберт злится еще сильнее, но Ноэль предупреждает, что его гнев может сыграть против него, потому что от этого кровь быстрее разгоняется по телу. И яд из вина быстрее разносится по организму. Услышав про яд, Альберт впадает в панику, и Ноэль спокойно объясняет, что он отравил вино, как только увидел, что Альберт вошел в бар. Альберт в шоке спрашивает, как Ноэль мог пойти на такой риск, не зная наверняка, что Альберт выпьет вино. Но Ноэль пожимает плечами и говорит, что если бы Альберт не выпил, то ничего бы не случилось. Но раз уж он выпил, победа Ноэля практически гарантирована. Альберт начинает судорожно пытаться выблевать яд. Но Ноэль говорит, что уже слишком поздно, потому что яд уже попал в кровь Альберта. Альберт в панике выбегает из бара, чтобы обратиться к врачу. Но как только Альберт уходит, Лео хвалит Ноэля за сообразительность. Он берет вино и выпивает его.
Он знает, что вино не было отравлено, и Ноэль сказал это, чтобы убедить Альберта уйти. Лео смотрит на Ноэля и сразу понимает, что Као был прав насчет решимости в его глазах. Поэтому в знак благодарности он предлагает Ноэлю два варианта. Он может взять деньги и уехать из столицы, чтобы Альберт больше не напал на него. Но если он решит остаться, то Леосу ничего не останется, кроме как убить его прямо сейчас. Ноэль выбирает первый вариант и уходит вместе с Альмой. Когда они проходят через городские ворота, Альма поражена тем, как все прошло, как и планировал Ноэль. Ноэль рад, что все прошло хорошо, но он знает, что настоящие трудности только начинаются. Сейчас, когда они расстаются на неделю, Ноэлю нужно кое-что выяснить, а Альма собирается тренироваться в лесу, чтобы стать сильнее к следующей встрече с Кагой. Они ударяют кулаками друг от друга, и Ноэль обещает, что когда вернется, то уничтожит Альберта Гамбино раз и навсегда. Через неделю Ноэль возвращается из своей небольшой экспедиции. И как только он входит в город, Альберт набрасывается на него со всей своей армией телохранителей. Он думает, что загнал Ноэля в угол и приказывает своим людям переломать ему все руки и ноги, чтобы он страдал как можно дольше. Но, к удивлению Альберта, Лео, Кага и остальные игнорируют его приказ, и он не понимает, что происходит. Ноэль смеется, но поскольку такой идиот, как Альберт, никогда ничего не поймет, Ноэль объясняет ему, что он больше не может приказывать Лео и остальным. Ранее в тот же день Лео и остальные собрались в баре, чувствуя себя подавленными после приказа Альберта убить молодую девушку. Она сжимала игрушку в руках, как самое дорогое, что у нее было, и это тяжким грузом лежало у них на душе. Они обратились к Лао, спрашивая, почему они продолжают выполнять приказы Альберта. Они пошли работать на него из уважения к бывшему боссу, но Альберту чуждо такое понятие, как уважение, и им все сложнее подчиняться ему. Во время их разговора приходит Ноэль и видит, что они держат подарок, который он подарил дочери шефа. Хоть он и считал ее отца крысой, Ноэль питал слабость к этой девушке, и когда он узнал о ее смерти по приказу Альберта, ему стало больно. В любом случае, он пришел сюда, чтобы поговорить с Леосом, и Лес спрашивает, знает ли Ноэль, что теперь будет, когда он вернулся в город. Ноэль знает, но говорит, что пришел не для того, чтобы драться, а просто хотел отдать документ, который может их заинтересовать. Это свидетельство о рождении Альберта. Ноэль получил его, потому что попросил Локи разузнать о происхождении Альберта, пока тот был в отъезде неделю. Из того, что узнал Локи, Альберт на самом деле не сын того человека. Но у бывшего главы Гамбино был роман с матерью Альберта еще до его рождения. Поэтому он в качестве одолжения признал Альберта своим наследником. Хотя Альберт вообще не связан с семьей Гамбино. Ноэль хотел еще кое-что выяснить, поэтому попросил Локи узнать причину смерти бывшего главы Гамбино. Расследование показало, что Альберт не только не сын бывшего босса, но и отравил его, выдав это за болезнь. Альберт в шоке, не понимая, как Ноэль смог это выяснить, но он настаивает, что у них нет доказательств его причастности. Ноэль ухмыляется, объясняя, что у него есть все необходимые доказательства благодаря навыку, который называется признание. Он заставляет людей признаваться в своих преступлениях. Признание Альберта будет более чем достаточно. Как только Альберт признается в своих преступлениях, Лаос подойдет к нему и скажет, что он больше не их босс. Он аморальный, глупый и бессердечный человек, поэтому они не могут служить такому человеку, как он. Но несмотря на его поступки, бывший босс назначил Альберта своим преемником. Поэтому Лаос дает ему последний шанс исправиться. Если он сразится с Ноэлем и победит, то сможет остаться главой семьи Гамбино. Но Лаос знает, что Альберт сразу же проиграет, если будет сражаться с Ноэлем сам, поэтому он позволяет ему выбрать кого-то, кто будет представлять его в бою. Альберт отказывается от такого суда, но внезапно на сцене появляется Финоккио. Ноэль специально пригласил его в качестве свидетеля на дуэль, и у Альберта не осталось выбора. Финоккио давно искал возможность разобраться с Альбертом, поэтому, когда Ноэль предложил ему этот план, он с радостью согласился. Кроме того, если Ноэль победит, Финоккио пообещал заплатить ему $50 миллионов. Но Альберт обвиняет Финоккио в том, что он стоит за всем этим. Но Финоккио отрицает это, ему явно надоело нытье Альберта. Потеряв терпение, он кричит на Альберта, чтобы тот перестал тратить время и выбрал кого-нибудь, кто будет сражаться за него. Иначе, предупреждает он, Альберту придется столкнуться с гораздо худшими последствиями.
Альберт соглашается выбрать себе замену, и Финоккио говорит ему, что если он победит, то снова станет боссом семьи Гамбино. Более того, Финоккио даже позволит Альберту устроить сцену в тайной таверне, так что ему лучше поскорее сделать свой выбор. Альберт оглядывается в поисках второго бойца и в итоге просит Когу сразиться за него. Наэль предвидел, что так и будет. Хотя Кага не самый сильный здесь, он связан клятвой верности. Так что он не сможет предать Альберта, даже если захочет. Альма настаивает на реванше, чтобы доказать, что она сильнее Каги. Наэль выходит вперед, отталкивает ее и заявляет, что сам разберется. Альма пытается отговорить его, напоминая, что у него нет шансов против Каги. Но Ноэль уверен в себе и говорит, что у него есть план. Он просит ее не вмешиваться и посмотреть, как он все уладит. Когда Ноэль наконец оказывается лицом к лицу с Когой, он видит, как тот жаждет боя, хотя победа ему ничего не даст. Но Кага просто в восторге от возможности снова сразиться с Ноэлем. Если Ноэль так хочет драться лично, значит у него есть какой-то трюк в рукаве, и Кага не может дождаться, чтобы узнать, какой именно. Они готовятся и бросаются друг на друга. Но Ноэль подпрыгивает и выпускает ледяную пулю. Каге удается отразить ее, но пуля создает вокруг них огромную ледяную стену. Теперь никто не видит, что происходит внутри. Бой продолжается, и Ноэль бегает вокруг, чтобы Кага не смог его ранить. Когда он, наконец, отходит на некоторое расстояние, Кага принимает боевую стойку, что означает, что он собирается использовать свою способность. Эта способность увеличивает силу атаки Каги в 7 раз, когда он достает свой меч. Поэтому, если Ноэль подойдет слишком близко, он может оказаться разрезанным пополам. Ноэль остается невозмутимым, уверенный, что он уже подготовил почву для своей победы. К удивлению Каги, Ноэль отбрасывает свой пистолет в сторону, заявляя, что у него закончились патроны, и объявляет, что закончит бой с помощью кинжала. Но прежде чем вступить в бой, Ноэль хочет кое-что спросить. «Ты можешь сделать трюк с бандитом». Застигнутый врасплох, Кага требует объяснить, что Ноэль имеет в виду. Однако вопрос был лишь отвлекающим маневром, позволившим Ноэлю найти брешь в защите Каги. Теперь, когда Кага колеблется, не зная, есть ли у Ноэля скрытый козырь, этот краткий момент нерешительности, все, что нужно Ноэлю, чтобы сделать свой ход. В конце концов, Кага решает дать отпор и наносит удар Ноэлю по руке, но все идет по плану, поэтому Ноэль позволяет ему ударить себя. Пока меч Каги застрял, Ноэль вырывает его. Кага не может поверить, что Ноэль зашел так далеко ради победы. Но просто отобрать у него меч этого недостаточно, чтобы остановить Когу. Он отталкивает Ноэля и бежит, чтобы поймать свой меч, прежде чем тот упадет на землю. Затем Кага наносит удар, который разрушает ледяной купол и отбрасывает Ноэля. Но Нол еще не побежден. Когда Кага прыгает, чтобы нанести смертельный удар, он думает, что попал в Ноэля, но вместо этого его клинок вонзается в ледяную пулю, которую Ноэль спрятал в кармане. Эффект пули мгновенно срабатывает, и тело Каги застывает. Каждое движение Ноэля до этого момента было тщательно продумано, чтобы заставить Когу потерять бдительность и попасть в ловушку. Кага обездвижен, и Ноэль, воспользовавшись моментом, наносит ему мощный удар ногой, который вырубает его. С самого детства Кага не мог за себя постоять, потому что никому не было до него дела. Но когда он стал гладиатором, ему приходилось каждый день бороться за выживание. Он ненавидел каждую минуту этих сражений. Но они сделали его сильнее. Но каким бы сильным он ни был, он всегда оставался тем же маленьким беззащитным ребенком, который не мог постоять за себя, и поэтому всегда делал то, что ему говорили. Ноэль объявлен победителем, и Кага, лежа на земле, жалеет, что не может быть таким же сильным, как Ноэль. Несмотря на то, что Ноэль любит поболтать, он никогда не позволял другим попирать его свободу и идеалы. Кага еще не скоро встанет. Но поскольку победитель уже определен, похоже, что Альберт больше не может называть себя главой семьи Гамбино. Выполнив свою задачу, Ноэль сообщает Финоккио, что уходит, и говорит, что они могут делать с Альбертом все, что захотят. Перед уходом Лео хвалит Ноэля за его выдающиеся боевые навыки и благодарит за то, что тот наконец разобрался с Альбертом. Лео даже предлагает свою помощь, обещая, что всегда будет готов помочь Ноэлю, если понадобится. Но Ноэль отказывается, давая понять, что не хочет иметь ничего общего с семьей Гамбино. Ноэль и Альма направляются в соседнее здание, где Альма обрабатывает его раны. Она говорит Ноэлю, что он был слишком безрассуден в бою.
Тот последний удар, который он нанес Коге в грудь, был слишком рискованным, потому что Кога мог легко отразить его, если бы ожидал его. Ноэль говорит, что в итоге все получилось, так что ей не стоит об этом беспокоиться. Но Альма напоминает ему, что сражаться — это ее работа, а работа Ноэля — быть командиром. Она не хочет, чтобы он лично ввязывался в безрассудные драки. Ноэль извиняется и обещает, что больше так не будет. Альма говорит, что он всегда может положиться на нее, когда дело касается сражений. В этот момент в комнату входит Финоккио и поздравляет Ноэля с победой. Но он говорит, что хочет обсудить с ним кое-что. Ноэль сразу спрашивает, связано ли это с оплатой за победу над Альбертом. Он ясно дает понять, что не примет никаких скидок, и Финоккио, усмехнувшись, уверяет его, что не станет торговаться по такому поводу. В конце концов, сделка оказалась очень выгодной для него. Он избавился от некомпетентного соперника, не рискуя при этом ничем. Ноэль честно заработал все эти 50 миллионов. Но у Финоккио есть еще одно дело, которое он хочет обсудить, и он просит Альму на минутку выйти из комнаты. Ноэль уверяет Альму, что все в порядке, и она выходит. Как только она уходит, Финоккио переходит к делу и предлагает Ноэлю присоединиться к его семье Лучано. Он обещает хорошо относиться к Ноэлю, и если тот захочет, даже готов сделать его главой семьи Гамбино. Ноэлю кажется это забавным, но он напоминает Финоккио, что ему всего 16 лет. Как он может сам возглавить целую семью? Финоккио говорит ему, что возраст не имеет значения. Важно только то, что Ноэлю хватает смелости сделать это. Ноэль признает, что Финоккио прав. Но он уже отказывался от этого предложения раньше. Так что Финоккио уже должен был понять, что Ноэль ни за что не будет подчиняться кому-либо. Если Финоккио спросит Ноэля, уверен ли он в своем ответе, Ноэль уверенно ответит, что да. Тогда Финоккио спокойно сообщает ему, что его класс каратель, что дает ему доступ к довольно уникальному навыку. Внезапно Ноэль чувствует, что что-то не так. Подняв глаза, он с ужасом видит, что Финоккио буквально держит его сердце в руке. Встревоженный Ноэль осматривает себя и, как и ожидалось, не чувствует сердцебиения. Финоккио начинает объяснять, как работает его навык. Способность суждения позволяет ему насильно извлечь сердце своей цели против ее воли, если она дважды откажется выполнить его просьбу. Хотя сейчас у Ноэля нет сердца, он все еще жив, потому что его сердце все еще связано с телом. Но если Финоккио отойдет от Ноэля больше, чем на 5 метров или раздавит его сердце, Ноэль умрет. Финоккио считает, что Ноэль слишком талантлив, чтобы оставлять его одного, потому что он может стать проблемой для семьи Финоккио. Ноэль спрашивает, собирается ли Финоккио убить его, пока он не стал угрозой. Именно это Финоккио и собирается сделать, но он готов дать Ноэлю последний шанс. Поэтому он снова просит его присоединиться к семье Лучано. Ноэль со смехом отвечает, что никогда не согласится на требования Финоккио. Поднявшись на ноги, он идет к Финоккио. В конце концов, он предупреждает его, что сражаться бессмысленно, потому что его сердце не вернется в грудь, пока Финоккио не решит развеять заклинание. Но Ноэль не сдается и смело заявляет, что станет величайшим искателем, настолько сильным, что даже семья Лучано не посмеет и пальцем его тронуть. Финоккио, видя решимость Ноэля, признает, что, возможно, лучше всего убить его прямо сейчас. Но Ноэль убеждает Финоккио не делать этого, но напоминает ему об одном. Если Финоккио убьет его сейчас, то докажет всем, включая себя самого, что он трус, который так боится потенциала Ноэля, что решил устранить его, пока тот был слаб, вместо того, чтобы сразиться с ним, когда тот станет сильным. Убьет Финоккио его сейчас или нет, Ноэль ясно дает понять, что он никому не покорится. Хотя Финоккио держит сердце Ноэля в руке, Ноэль сумел заставить Финоккио бояться его. Финоккио отступает и говорит, что пошутил насчет убийства. Он возвращает сердце Ноэля в грудь, извиняется за недоразумение и собирается уходить. Но прежде чем выйти, он напоминает Ноэлю, что сказанного не воротишь, так что ему лучше действительно стать лучшим в мире искателей. Когда Финоккио выходит из комнаты, он встречается взглядом с Альмой, которая смотрит на него убийственным взглядом, увидев его последнюю выходку. Несмотря на свой гнев, она ничего не предпринимает. Финоккио продолжает идти к своей карете, где держит Альберта. Увидев Финоккио, Альберт начинает отчаянно умолять сохранить ему жизнь, боясь того, что может произойти дальше.
Финоккио, раздраженный жалким видом Альберта, делает паузу, чтобы подумать, и тут ему в голову приходит зловещая идея. Он уверяет Альберта, что не убьет его, но спрашивает, смотрел ли тот фильм «Человеческая многоножка», не оставляя сомнений в том, что Альберту предстоит пережить нечто невообразимо ужасное под контролем Финоккио. На следующий день Ноэль встречается с Когой и показывает ему контракт о подчинении, который делает Когу его рабом. Кога думает, что это означает, что Ноэль хочет стать его хозяином, но Ноэль говорит, что ему не нужен такой раб, как он. Да, Кога довольно силен, но по сравнению с остальными искателями в этом мире он все еще довольно слаб. Что еще важнее, Ноэль хочет стоять во главе мира искателей, поэтому у него нет времени заботиться о слабом щенке. Ему нужен свирепый волк. Ноэль отдает Коге контракт, объявляя, что теперь он свободен и может делать все, что захочет. Получив свободу, Ноэль спрашивает Когу, что он хочет делать. Всю свою жизнь Кога был под контролем и влиянием других людей, и теперь он не знает, что делать дальше. Но есть одна вещь, в которой он уверен. Он хочет быть рядом с Ноэлем и видеть, как он воплощает свою мечту в жизнь. Если Ноэлю нужен свирепый волк, чтобы помочь ему, то Кога им станет. Он просит у Ноэля разрешения присоединиться к Синей бездне, и Ноэль с радостью принимает его в команду, радуясь, что он с ними. Немного позже команда отправляется на свое первое задание, и их совместная работа почти безупречна. Ноэль отдает приказы и поддерживает Когу, пока тот пробивается сквозь вражеские силы, а Альма расчищает ему путь. Они работают как слаженная команда. Но когда Кога пытается отрубить голову генералу-монстру, Альма вмешивается и забирает его добычу. Они начинают спорить из-за этого. Тогда Ноэль вмешивается и говорит им обоим, чтобы они прекратили, потому что они в одной команде. Он говорит Альме, чтобы она не вела себя так на поле боя, потому что это мешает командной работе. Но он также напоминает Коге, что здесь не ведется подсчет убитых, поэтому ему не стоит расстраиваться из-за того, что Альма забрала его добычу. Учитывая все обстоятельства, это был отличный результат для их первого совместного задания. Ноэль упоминает, что как только они вернутся в столицу, он планирует подать заявку на создание официального клана. Сформировав клан, они получат государственное признание, что позволит им принимать задания напрямую, без посредников и оплаты комиссионных. Пока Ноэль объясняет это, Коган замечает что-то на руке Ноэля и указывает на это. Ноэль понимает, что это метка, означающая, что он может получить ранг B. Это отличная новость, потому что она приближает его к главной цели – стать сильнейшим искателем семизвездочных регалий. Пару лет назад у Ноэля была встреча с главой гильдии, Гарольдом Дженкинсом. Гарольд пришел обсудить с Ноэлем некоторые деловые вопросы. После смерти дедушки Ноэль унаследовал семейную винодельню, которую успешно управлял. Однако Ноэль собирался вскоре отойти от дел, потому что хотел сосредоточиться на других приоритетах. Ноэль, не теряя времени, спросил Гарольда, зачем он вызвал его навстречу, ведь времени было в обрез. Гарольд показал Ноэлю фотографию повелителя монстров, который появился несколько дней назад. Он подозревал, что это тот самый монстр, который разрушил деревню Ноэля и убил его дедушку. Ноэль был потрясен, но у него были подозрения, что повелитель монстров мог выжить в той битве. В день трагедии на поле боя не хватало двух вещей – тело повелителя и топора Авердеда. Он спросил у главы гильдии, разобрались ли с монстром. Гарольд сказал ему, что для уничтожения повелителя монстров был отправлен крупный клан, но все они были уничтожены. К тому времени, когда за ним послали Верховного Дракона, повелитель уже вернулся в бездну. Тот факт, что монстр вернулся в бездну, был довольно тревожным, потому что обычно монстры вторгались в этот мир из-за непреодолимого желания завоевать его. Но повелитель, судя по всему, появился с четкими намерениями после своего второго появления. Считалось, что это существо могло достичь уровня силы Валианта из 13-го слоя бездны. В настоящее время известно о 10 Валиантах, каждый из которых, как говорят, способен уничтожить весь мир, если его не остановить. Последний раз Валиант появлялся в их мире 40 лет назад. И впервые в истории человечества его победил дедушка Ноэля. До этого считалось, что лучшее, что может сделать человечество, это загнать Валианта обратно в бездну, если он появится. Но победа Вердеда доказала, что Валианта можно убить. Тем не менее, Гарольд был очень обеспокоен тем, что появление этого повелителя монстров может спровоцировать новую катастрофу.
Ноэль, услышав это, не испугался, а наоборот решил стать достаточно сильным, чтобы победить этого повелителя, если когда-нибудь с ним столкнется. Гарольд узнал этот взгляд в глазах Ноэля, такой же был у Овердеза, когда тот был жив. Гарольд, который был с Овердезом в хороших отношениях, сказал Ноэлю, что ему не терпится увидеть, каким искателем приключений он станет в будущем. В настоящем Гарольд заметил, что Ноэль и его друзья идут к его кабинету. Когда они вошли, Кага заметно нервничал, боясь сказать что-то не то и поставить под угрозу их шансы на одобрение. Ноэль успокоил его, объяснив, что это просто проверка для запроса на создание клана. Им просто зададут несколько простых вопросов. Ноэль был уверен, что их примут. Вдруг из дверного проема донеслось сильное присутствие, заставившее всех инстинктивно принять боевую стойку. Но оказалось, что это был всего лишь Гарольд. Он спокойно сказал, что им не нужно так напрягаться, и тепло поприветствовал Ноэля, сказав, что рад снова его видеть. Гарольд, ответственный за рассмотрение их заявки на создание клана, сел напротив группы и начал читать их отчет. Судя по всему, они уже купили дом для клана и заплатили 20 миллионов в качестве залога. Было ясно, что они все продумали, прежде чем подавать заявку. Ноэль добавил, что планирует сразу после одобрения клана получить ранг B, и Алма тоже. Хотя Кага еще не выполнил требования для повышения ранга. Гарольд согласился с этим, но спросил, почему название партии в документах не было написано синим цветом. Ноэль объяснил, что он собирался изменить название партии, когда клан будет сформирован. Гарольд не возражал и сказал, что на этом интервью закончено. Кага был шокирован тем, насколько легко прошло интервью, но Гарольд быстро поправил его, объяснив, что они не прошли, потому что он отклонил их заявку. Тем временем глубоко в бездне стояла группа людей, потрясенно наблюдая, как один человек в одиночку победил монстра с 12 уровня бездны. Этим человеком был Зиг Файнштейн, заместитель командира отряда Верховный Дракон, что делало эту битву для него незначительной. Что касается Ноэля и остальных, Кага был шокирован, услышав, что их заявку отклонили. Он встал и спросил Гарольда, почему так получилось. Гарольд хотел быть с ними откровенным, поэтому объяснил, что в настоящее время гильдия принимает только более сильных искателей для вступления в клан. И теперь недостаточно просто соответствовать требованиям для вступления. Кага не считал это справедливым, но прежде чем он успел пожаловаться, Ноэль прервал его и спросил Гарольда, что послужило причиной такого внезапного изменения политики. Технически Гарольду не разрешалось делиться этой информацией, но он рассказал, что возле западной границы были обнаружены странные потоки маны. Эти возмущения постепенно усиливались, и это был лишь вопрос времени, когда они достигнут критической точки и вызовут появление бездны. По текущим оценкам, это должно было произойти примерно через год. Но когда это случится, образуется огромная бездна, которая, вероятно, породит глубину 13. Кага спросил, есть ли способ предотвратить это. Но Гарольд объяснил, что Мано, текущее по земле, это очень хрупкая система. Попытка вмешаться может привести к еще большей катастрофе. Альма спросила, есть ли способ убить Доблестного, и Гарольд ответил, что это возможно, но для этого потребуются совместные усилия всех регалий 1, 2 и 3 звезд. Но даже в этом случае, поскольку Гарольд сам сталкивался с Доблестными, он не был уверен, что они смогут победить. Поэтому гильдия была заинтересована только в искателях, которые уже могли сражаться на таком уровне. У них не было времени и ресурсов, чтобы обучать новичков. Кага сказал, что это несправедливо, но Нал ответил, что они ничего не могут с этим поделать, потому что не соответствуют требованиям гильдии. Он встал и сказал, что им пора уходить. Когда они уходили, Кага спросил Ноэля, действительно ли он так легко отказывается от своей мечты. Ноэль пояснил, что он не отказывается. Он просто хотел воспользоваться появившейся возможностью. Появление Доблестного — это событие, которое может уничтожить все человечество, но это также и невероятная удача. Например, условия жизни в столице улучшились после того, как 40 лет назад был побежден Коздис, потому что из его тела извлекли драгоценный камень, который использовали для создания магического устройства, очищающего воду для всей страны. Когда побеждают более сильных монстров, развивается более продвинутая магическая инженерия, что приводит к значительному повышению уровня жизни. Вот почему люди считают искателей героями, потому что они могут превратить непредсказуемые бедствия в благо.
Ноэль планирует обернуть эту непредсказуемую катастрофу себе на пользу, поэтому он говорит остальным, что им нужно как можно скорее стать регалиями. Когда Кага слышит, что Ноэль говорит о том, чтобы стать регалией, он удивляется, ведь они еще даже официально не создали клан. Альма, напротив, не так удивлена и считает, что Ноэль действительно может это сделать. Но когда Ноэль добавляет, что им нужно стать регалиями меньше, чем за полгода, даже Альма думает, что это невозможно. Ноэль объясняет, что такой короткий срок необходим, потому что он планирует получить достаточно признания и опыта, чтобы стать регалией и в идеале быть приглашенным на битву с доблестными. Если у них получится, их имена будут вписаны в историю как имена величайших искателей. Чтобы это произошло, им нужно накопить значительный опыт и достижения еще до официального создания клана. Самый быстрый способ сделать это — совершить что-то настолько выдающееся, что это привлечет внимание общественности. И у Ноэля уже есть идеальный план. Первое, что делает Ноэль, повышает свой ранг до стратега. После этого у него улучшаются когнитивные способности, которые позволяют ему анализировать сражения в реальном времени и отдавать приказы на основе своих прогнозов. Как только он заканчивает, Ноэль выходит на улицу, где случайно встречает Зика, которого хвалят за недавний рейд в бездну. Как только Зик замечает Ноэля, он подходит к нему. Ноэль настороженно относится к этому, ведь Зик — один из 3 человек, достигших ранга Ха. Двое других — Лео, лидер клана убийц королей, и Виктор, нынешний лидер клана высших драконов. Зик проявляет интерес к Ноэлю и спрашивает, не он ли был тем, кто несколько дней назад сверг семью Гамбино. Ноэль пытается притвориться, что ничего не знает, и говорит, что ему ничего об этом не известно. Но Зик ему не верит. Он уже знает о способностях Ноэля. Не видя смысла продолжать этот спектакль, Ноэль перестает притворяться и прямо спрашивает, что Зику от него нужно. Зик говорит, что хочет пригласить Ноэля в свой клан, но Ноэль перебивает его, заявляя, что не будет работать ни на кого. Зик видит непоколебимую решимость в глазах Ноэля, но он не из тех, кто легко сдается. Он готов на все, чтобы достичь своей цели, даже если придется применить силу. Ноэль говорит Зику, что он может попробовать применить силу. Но если Ноэль будет кому-то подчиняться, то только тому, кого он признает самым сильным. Виктор уже не в лучшей форме, и Зик с Лео остаются главными искателями. Если Зик хочет, чтобы Ноэль был с ним, ему придется доказать, что он сильнее Лео. Но Зик никогда не сможет этого сделать. Ведь если они подерутся, то один из них точно погибнет. Но Ноэля это не волнует, и он говорит Зику, что тот получит право нанять его, только когда докажет, что он самый сильный. Когда Ноэль уходит, из-за угла появляются 2 парней. Один из них совершает ошибку, назвав Зика вторым по силе искателем в стране, и это выводит Зика из себя. Он подходит к парню и требует, чтобы тот повторил свои слова. Нервничая, мужчина объясняет, что люди считают Лео сильнее, потому что он прошел больше подземелий, чем Зик. К сожалению, для него это не тот ответ, который хотел услышать Зик. В приступе ярости Зик подбрасывает мужчину в воздух на несколько десятков метров. Ноэль, который все это слышит, понимает, что Зик не хочет быть вторым. Он понимает, что ему нужно действовать быстро и создать клан, пока Зик не стал еще большей угрозой. Тем временем Альма и Лиза тренируются в лесу. Лиза легко побеждает Альму. Пригвоздив Альму стрелой к шее, они решают сделать перерыв. Лиза говорит Альме, что ей нужно научиться оценивать ситуацию, потому что она слишком увлекается боем и не видит общей картины, а Ноэль, наоборот, спокоен и собран. Альма думает, что ей стоит оставить принятие решений Ноэлю. Лиза соглашается, говоря, что у каждого в отряде есть свои сильные стороны, и Ноэль наверняка найдет применение навыкам Альмы. В этот момент к ним подбегает Офелия, подруга Лизы, и радостно здоровается с ними. Офелия никогда раньше не видела Альму, поэтому спрашивает у Лизы, кто это. Лиза объясняет, что это ее подруга, которую она тренирует. Офелия представляет свой отряд крылатых рыцарей, в котором 4 члена. Копейщик Кейн, призыватель Ваклав и их надежный лидер Леон. Она с радостью предлагает Ольме помощь, если та в ней нуждается, говоря, что друзья Лизы ее друзья. Однако, как и ее подруга, Офелия считает своим долгом дать Альме совет и предупреждает ее держаться подальше от Ноэля вора. По слухам, которые до нее дошли, Ноэль продал своих товарищей по команде в рабство и заключал сомнительные сделки с мафией.
После того, как Офелия высказалась, Леон останавливает ее, напоминая, что не стоит судить о человеке по слухам, особенно если ты с ним не знакома. Офелия извиняется за то, что зашла слишком далеко, и ее компания возвращается в город. Когда они уходят, Лиша извиняется перед Альмой за то, что Офелия сказала о Ноэле. Альма не возражает, потому что большая часть сказанного Офелией правда. Позже, той же ночью, Ноэль встречается с Локи, который передает ему список недавно поднявшихся в рейтинге партий. На первом месте в списке – крылатые рыцари, которые выделяются как достижениями, так и репутацией. Лидер крылатых рыцарей Леон известен своей безупречной репутацией и искренней добротой, что добавляет ему привлекательности. К несчастью для него, Ноэль стремится стать лидером высшего ранга. Поскольку партия Леона сейчас занимает эту позицию, Ноэль намерен сделать все возможное, чтобы превзойти их. В пугающем видении мужчина видит женщину, неподвижно лежащую на земле. Ее взгляд прикован к трупу неподалеку. Этот жуткий образ мучает Хьюго Капелла, печально известного кукловода и заключенного номер 113. В этот день его привычный распорядок дня прерывает неожиданный визит, который может кардинально изменить его судьбу. К его удивлению, перед ним появляется Ноэль и небрежно спрашивает, не похудел ли Хьюго. Раздраженный вопросом, Хьюго резко отвечает, что это не его дело. Ноэль же твердо настаивает, что это его очень даже касается, и он не собирается брать в свой будущий клан хилого, голодного человека. В конце концов, Ноэль прекрасно знает, каким потенциалом обладает Хьюго. А Хьюго тем временем спокойно ждет казни за свои поступки, которые посеяли страх по всему Три. Раньше он был выдающимся искателем. Обычно боевые и созидательные классы отличаются друг от друга, но контролер-кукловод – исключение, способное управлять несколькими куклами для любого сценария битвы. Хьюго, известный своим спокойным, рациональным и интеллектуальным поведением, прославился как независимый искатель. Но его решение работать в одиночку оставило его без союзников. К всеобщему удивлению, он ушел на пике своей карьеры и стал успешным создателем кукол. Однако инцидент, который привел к его заключению, перевернул его жизнь с ног на голову. Теперь, оказавшись лицом к лицу с Ноэлом, Хьюго отвергает попытки Ноэла, уверенный, что его казнь неизбежна. Но Ноэл остается невозмутимым, настаивая на том, что есть множество способов предотвратить это, даже если Хьюго ему не верит. Чтобы доказать свою правоту, Ноэл щелкает пальцами. И охранник, наблюдающий за их разговором, врывается в комнату, извиняясь за задержку с чаем и ведя себя так, будто Ноэл им командует. Ноэл спокойно благодарит охранника, берет чай и отпускает его. Заинтригованный Хьюго спрашивает, не подкупил ли Ноэл охранника, чтобы тот так себя вел. Но реальность гораздо страшнее. Ноэл признается, что у него есть компромат на этого офицера, и он гарантирует его послушание в обмен на молчание. И у Ноэла есть рычаги давления не только на этого охранника. Все готово для побега Хьюго. Но даже перед лицом этой демонстрации силы Хьюго выглядит грустным, и Найл спрашивает, почему он так подавлен. Хьюго признается, что был бы рад выйти из тюрьмы, но не собирается сотрудничать с Ноэлом, если выйдет. Он всегда презирал искателей за их жестокость и высокомерие, которые, похоже, присущи всем им. Что касается Ноэля, Хьюго считает его не просто очередным делом, а особенно неприятным, видя в нем скорее змею, чем человека, холодного и безжалостного, играющего со своей добычей, прежде чем ее проглотить. Ноэль цинично отвечает, что ему все равно, если это звучит как комплимент. Но Хьюго ясно дает понять, что это далеко не комплимент. Ноэль не смущается и заявляет, что вернется, подчеркивая, что он настойчив, как змея, усиливая метафору, которую использовал Хьюго. Перед уходом он уверяет Хьюго, что в конце концов присоединится к нему. После этой встречи Ноэль возвращается к своим товарищам и ведет их в клюв каменной птицы, бар, известный как место сбора самых известных и богатых искателей. Как только они входят внутрь, посетители клюва начинают пристально и враждебно смотреть на них. Приняв Ноэля за девушку, искатель по имени Эдгар подходит к нему и говорит, что никогда раньше его здесь не видел. Ноэль уже в 100-й раз поправляет его, резко заявляя, что он мужчина, хотя на этот раз его терпение на исходе. Эдгар, неубежденный, усмехается и настаивает, что это ложь, потому что у Ноэля нет шрамов на лице. Ноэль огрызается в ответ, говоря, что если шрамы определяют мужчину, то Эдгар мог бы быть беспомощной маленькой девочкой. Эдгар в ярости рычит, что не позволит себя превзойти только потому, что Ноэль его знает и успел подготовиться.
Ноэль добивает его, говоря, что этот здоровяк скоро станет отцом, чего Ноэль знать не должен. Эдгар был шокирован этим откровением, но еще больше он удивился, когда Ноэль пригрозил, что если тот не будет играть по правилам, то потеряет все. После этого здоровяк успокоился и ушел, не сказав ни слова. Ноэль с улыбкой поблагодарил всех за прием и представился владельцем бара, красноречивым лидером Синего предела. Вскоре троица наслаждалась фирменными блюдами бара и традиционным саке из Вегры, родины Каги. Пока его партнеры ели, Ноэль думал только об одном. Он хотел сорвать куш, но не мог упустить из виду рыцарей крыла. Между тем Офелия подошла к Альме и сказала, что та, кажется, новенькая. Альма телепатически сообщила Ноэлю, что уже встречала эту эльфийку раньше, но предупредила, что Офелия не очень-то ее жалует. Несмотря на напряжение, Ноэль решил, что это идеальный шанс спровоцировать конфликт, который поможет ему осуществить задуманное. Воспользовавшись моментом, он представился Офелии. Услышав имя Ноэля, она на мгновение застыла, но тут же пришла в ярость. Сжав кулаки, она вспомнила, как он продал своих бывших товарищей в рабство. Ноэль спокойно ответил, что заработал хорошие деньги на мафии, потому что, как говорится, друзья стоят дорого, и мафиози тоже так считают. Услышав это, эльфийка бросилась на лидера Синего предела, но Каган не дал ей приблизиться. Она настаивала, что мечник слишком предан своему лидеру, который продал его в рабство. Но когда он не в настроении, то предупреждает женщину, чтобы она выбирала слова осторожнее, если не хочет почувствовать лезвие его катаны. В этот момент Леон делает шаг вперед и спрашивает, что происходит. Ноэль спокойно объясняет, что спутница воина пыталась напасть на него. Услышав это, командир крылатых рыцарей кланяется главе Синего замка и извиняется за неподобающее поведение своей подчиненной. В ответ Ноэль замечает, что Офелии нужно научиться, как и всем остальным, не нападать на людей, даже если она тупа, как пробка. Леон, явно недовольный, просит Ноэля взять свои слова обратно. Но Ноэль, что неудивительно, отказывается. Офелия вмешивается и говорит, что разговаривать с таким, как он, бессмысленно. В конце концов, они имеют дело с Ноэлем Стоуном. Услышав это имя, Леон тут же меняется в лице. Он говорит, что Ноэль не должен быть искателем, потому что не умеет ценить своих товарищей. Но Ноэль продолжает оскорблять своих противников и усиливает их вражду, заявляя, что так называемый джентльмен однажды поплатится за то, что считает себя богом морали и хороших манер. После этого Леон разочарованно вздыхает и отходит от разговора, явно не желая продолжать. Остальные искатели в баре смотрят на Нола со смесью опасения и тревоги. Затем Альма замечает, что их лидер, несомненно, стал злодеем, а Кага нервно спрашивает, не зашли ли они слишком далеко. Ноэль, однако, уверяет их, что все идет по его плану, и начинает излагать свои идеи. Пока Ноэль рассказывает подробности, Альма и Кага ошеломлены его дерзостью и коварством. Ноэль же говорит жестокую правду. В мире искателей, если ты бежишь, тебя поймают. Если ты стоишь на месте, тебя сожрут. В этой игре сильные — это хищники, а слабые. Их судьба уже предрешена. Тем временем в кабинете Гарольда Марион все больше нервничает, желая узнать, кто возглавит войска против доблестного. Она считает, что Лео Эдин должен быть ответственным за командование войсками, учитывая его известную силу. Однако она понимает, что босс, скорее всего, предпочтет Зика Файнштейна, учитывая его способности. К ее удивлению, Гарольд ясно дает понять, что он поддерживает Ноэля. Марион смеется, вспоминая, что именно инспектор отказался официально оформить клан парня, а теперь предлагает это. Но старик предлагает пари. Если Лео станет верховным главнокомандующим, Гарольд уйдет с поста главы семьи Дженкинс. Но если Ноэль займет этот пост, Марион должна будет поступить в школу заклинателей и научиться быть инспектором высшего уровня. Условия приняты, и она соглашается на пари. На улицах Атрии Кейн видит пьяных гуляк, обнимающихся на улице и невнятно болтающих о дружбе. Эта сцена пробуждает детские воспоминания о том, как он заступился за Леона, защищая его от избиения. Все началось с того, что юный Леон считал воровство неправильным и открыто осуждал своих сверстников за их поступки. В тот день Кейн убедил друга дать отпор хулиганам и проучить их.
Леон был миролюбивым, но не уверенным в себе. Он не слишком высоко себя ценил. В отличие от него, Каин с детства боролся за то, чтобы защитить себя, и стремился стать самым сильным искателем. Леон же сомневался, что когда-нибудь сможет стать таким же грозным. Но Каин всегда старался изо всех сил мотивировать его. В детстве Каину удалось зажечь искру в своем друге, поклявшись, что они оба станут искателями и всегда будут поступать правильно. Несмотря на сильный лидерский инстинкт, Каину не хватало того, что было у его друга, и это оставалось загадкой для них обоих. Честно говоря, Кейн просто хотел кем-то стать. С годами их мечта сбылась, когда они сражались вместе и поняли, что они сильнее, чем думали. Вместе с новыми членами команды, Офелией и Ваклавом, мечник использовал свою основную способность Серафимова лезвия, которое собирало монстров перед ним. Это дало дальновидному юноше возможность мечтать о справедливом мире, свободном от тех, кто его развращает. Однажды, используя эту технику, Леон смог победить Адера, лесного дракона 7-го уровня бездны. Это замечательное достижение стало доказательством того, что они поднялись на более высокий уровень в обществе искателей. Тогда их еще называли «сумеречным блеском», но это имя им не подходило. Поскольку Леона уже называли небесными крыльями, они решили переименоваться в крылатых рыцарей. Леон был признан лидером группы, и было ясно, что у него есть все необходимые для этого качества. Каин не сомневался, что его друг станет кем-то значимым. Вернемся в настоящее время. Когда Каин и Леон выпивают в другом углу, Каин искренне верит, что они могут завидовать Наэлю. В конце концов, Наэль недавно стал искателем приключений и только вошел в бар «Клюв птицы». А рыцари-наездники потратили годы, чтобы туда попасть. Слишком самоуверенные или слишком наивные. Леон признает, что, возможно, он завидовал и сожалел, но не признавался в этом раньше. И не только это, мечник признает, что Наэль невероятный человек, даже если он не согласен с его методами. Но Кейн считает, что они не должны молча терпеть глупости. Он показывает Леону письмо гильдии, которое получили все члены группы, в котором говорится, что гильдия хочет, чтобы группы с хорошей репутацией поскорее сформировали кланы. Леон объясняет, что он собирался обсудить это со своим напарником в баре. Но из-за стычки с Ноэлем разговор не заладился. Кейн упоминает, что остальные уже обсудили этот вопрос и решили поддержать любое решение Леона, но Леону не нравится, что решение было принято без него, и он чувствует себя лидером только на словах. Кейн уверяет его, что Леон – отличный лидер для команды. Имея это в виду, Леон принимает решение. Он заявляет, что хочет создать клан. На следующее утро они вдвоем идут в гильдию, чтобы подать заявление. Но Гарольд Дженкинс отклоняет их заявление. Если бы это было в обычное время, их бы легко приняли, так как они соответствуют всем требованиям. Но инспектор объясняет, что через год проявится доблесть, поэтому гильдия более избирательна к тем, кто хочет создать клан. Кейн утверждает, что они победили Адера и имеют репутацию истребителей драконов. Но именно по этой причине Гарольд осуждает их поведение. По его мнению, рыцари-наемники всегда были слишком осторожны, чтобы сделать следующий шаг. По его словам, им не хватает энергии и амбиций, чтобы стремиться к большему. Кейн явно расстроенный спрашивает, зачем Гарольд отправил им такое ужасное письмо, если он не собирался принимать их в гильдию. Гарольд снова просматривает письмо и уточняет, что оно было отправлено не гильдией. Это подделка, вероятно, чья-то шутка. Больше обсуждать нечего, и Гарольд заканчивает интервью. Но перед уходом Леон просит дать ему еще один шанс доказать, что его группа достойна стать кланом. Гарольд соглашается, но ставит условия. Они должны победить монстра 8-го уровня из бездны. Если они справятся, он официально признает их клан. Но есть одно условие. Другая группа тоже попросила второй шанс. Испытание будет проходить между группой Леона и группой Ноэля Стеллы. Смотрите следующее видео на экране и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую часть.